либо об Израиле хорошо, либо молчи. А почему я должна молчать? Ведь меня много чего не устраивает. Я хочу изменить не только для себя, но и для того, чтобы людям стало жить лучше. Понимаешь, туда попадаешь, и ты становишься как бы частью вот этого менталитета, что ли, вот как там принято, да, вот принято тащить с помойки домой, и мы тащим. Принято, допустим, там идти с самых низов работать, и мы идем. Вот они сидят в этой жертве, они привыкли, вот знаешь, быть жертвой. А чтобы что-то изменить, нужно из этого состояния немножечко выйти. Проще сидеть, да, кого-то критиковать, кто что-то об Израиле говорит, что надо где-то что-то поменять, чем собраться и сделать что-то самим. Люди пользуются, вот просто нагло пользуются тем, что человек приехал в страну и ничего не знает. Нет цели помочь человеку адаптироваться. Есть цель сесть ему на шею и максимально с него вытащить. В Израиле, даже если тебя не хотят кинуть, тебя все равно кинут. Как страна Израиль меня устраивает. Традиции, люди, места, да, даже иногда погода, климат. Но как государство, это же вообще капец. Это такая машина, которая создана для того, чтобы просто вот издеваться над людьми и лишать их нормальной жизни. Высасывать из них все соки и ничего при этом не давать взамен. Вот как можно вообще придумать, отбирать у матери ребенка в 3 месяца и выгонять ее на работу? Вот скажи мне это. Нельзя отрывать мать в таком возрасте от ребенка. Нельзя. У ребенка будет 100% психологическая травма. В государстве Израиль надо выживать. Не жить, а выживать. Всем привет, друзья! Сегодня у нас по-настоящему откровенная и важная история. Мы поговорим с Анной, мамой-одиночкой, которая 4 года назад репатриировалась в Израиль из Москвы. За это время жизнь успела серьезно испытать ее на прочность. В этом видео Анна поделится своим реальным опытом репатриации, расскажет о том, что оказалось самым трудным, какие моменты стали неожиданными, а какие откровенно разочаровали. Мы вместе с ней разберемся в плюсах и минусах израильской действительности, сравним жизнь в Израиле и в России, и главное узнаем, почему спустя 4 года Анна решила вернуться обратно. Итак, поехали! Давай сначала познакомимся, расскажи, кто ты, откуда, как давно репатриировался. Привет, Лёша. Меня зовут Анна. Я из Москвы. Я с семьей репатриировалась в Израиль в 2021 году в июле. Расскажи про свои первые шаги в Израиле. Мы репатриировались в пандемию в 2021 году. Нам нельзя было сразу как бы зайти на территорию Израиля, поэтому мы, когда приземлились, нас прямо с самолета повезли в отель «Дан Панорама». Сначала в аэропорту у нас взяли эти анализы, все мазки, и по результатам уже мазков нас, значит, туда отправили. Нас поселили, значит, репатриировались я, дочка, сын и собака наша, тоже репатриант. Нас поселили в отель «Дан Панорама» в один номер. Мальчику было уже 18 лет, ну ладно, в принципе, мы на это особо не обратили внимания, и вот 10 дней мы провели в этом отеле. Но так как нельзя было контактировать в то время с посторонними людьми, а собаку нельзя было брать в отель, я еще, находясь в России, нашла людей, которые взяли мою собаку на передержку там в Израиле. И так забавно получилось, что мы, когда получили собаку в переноске, он лаял жутко, скулил, и мне даже не разрешили открыть переноску, ну, чтобы его там погладить или еще что-то. И я вот с одного конца аэропорта эту переноску на колесиках со всей силы толкнула, и она поехала в другой конец, где ее поймал вот этот человек, с которым я договорилась насчет передержки. Я этого человека не знала. Кому я там доверила собаку, я даже тоже не знала. Ну, в общем, на свой страх и риск, но, слава богу, все было хорошо. Вот, и мы поехали в этот отель, жили в отеле 10 дней. И за это время, пока мы жили в отеле, я стала искать себе квартиру. Но так как выйти и посмотреть квартиры мы не могли, на первое время я сняла посуточную квартиру. Ну, мы договорились, что мы после отеля приедем в эту квартиру. И вот, когда наш карантин закончился, нас на автобусе повезли. Мы сразу выбрали Ришон-ле-Цион. Не знаю, как-то я так выбирала. Все города, я раньше в Израиле никогда не была до репатриации.
И открыла карту, посмотрела. Мне важно было, чтобы город был недалеко от моря, потому что я здесь уже истосковалась в Москве, потому что я сама выросла возле моря на Дальнем Востоке. В Москве долго моря не видела, ну и думаю, ладно, надо возле морюшка. Ну и почему-то вот мой выбор пал на Ришон-ле-Цион, все-таки центральный город и вроде как и такой неплохой. Ну, в общем, решили мы туда. Посадили нас в автобус, повезли. Едем, я по сторонам смотрю, думаю, ну где ж начнется-то, города начнутся, там еще что-то. Смотрю, какие-то все заборы непонятные, покосившиеся здания, там то, сё, какие-то развалины. Оказывается, мы по Тель-Авиву ехали. Это я уже потом поняла. То есть мы были, оказывается, в самом центре. А я все ждала, когда же начнется-то город уже, когда центральный город начнется. Ну, в общем, вот такие первые были впечатления. Приехали мы на посуточную квартиру, сняли, и вот тогда мы начали искать себе квартиру уже, ну, где мы будем проживать. Ну, что сказать? Сказать, что я была в шоке, это не сказать ничего. В шоке был даже мой шок от того, какие я увидела просто квартиры по нашим деньгам. Так как государство Израиль, это же хитрое такое государство, да, оно же не хочет платить деньги, ну, как-то вот так, как надо. Все время изворачивается, выкручивается. И красные флажки начались уже в самом аэропорту, когда мне в Теудат Але 18-летнего сына вписали как моего ребенка. А должны были ему дать свой Теудат Але, и тогда у нас было бы 2 корзины. А так как его записали ко мне в семью, нам, соответственно, дали 1 корзину. Так как корзина была всего 6 тысяч шекелей, а квартиры нам предлагали, ну, от 4 тысяч, ну, выбор был невелик. И посмотрев несколько вариантов, один из них это был вообще какой-то скворечник на 2-м этаже в каком-то доме большом, ну, реально скворечник под крышей, вообще без окон, без дверей, это был какой-то кошмар. Ну, и на фоне всего этого, я бы сказала, знаешь, какого-то убогого, что ли, страшного такого потасканного, да, жилья, ну по-другому я не могу сказать. Мы вошли, значит, вот в это помещение, которое по сравнению с тем, что мы смотрели, мне показалось еще более-менее. Но эта квартира тоже была далеко не айс, и вот у меня возникло ощущение, когда я смотрела эти квартиры, как будто я вернулась на 30 лет назад. Реально, вот та же самая атмосфера, та же самая обстановка. И вишенкой на торте был бачок унитазный, который висел под потолком, как раньше еще в советских квартирах, и такой вот, знаешь, веревочка, короче, надо дергнуть, и чтобы это все туда потекло. Унитаз был? Или на полу дырка? Сам-то унитаз, да, был, а бачок был там наверху, понимаешь? Так я 100 лет уже этого не видела. Ну, мы как бы, я живу в Москве, да, у нас тут, ну, как более-менее жилье, ремонт, все, условия. Так, ну, я как-то ожидала, что там будет, ну, хотя бы что-то плюс-минус похожее, потому что, ну, все же расписывают, что Израиль, это же там прекрасная страна, экономически развитая, да, все там на высшем уровне, люди живут прекрасно, зарплаты высокие, ну, мы и поехали в лучшую жизнь. Одной из причин моей репатриации это было, ну, как бы, наверное, поиск лучшей жизни. Хотя я и здесь-то жила неплохо, как я сейчас понимаю. Тогда я думала, что, ну, как-то, наверное, все однообразно, может быть, вот подумать, все-таки года идут, а я нигде за границей не жила. И я еще, представляешь, до репатриации просто вот так взяла на сайте, анкету заполнила на грин-карту, на американскую, и выиграла с первого раза грин-карту. Представляешь? А началась пандемия, и посольство у нас закрыли здесь, американское, какие-то проволочки начались, и я думаю, ну, все равно, ну, куда-то вот хочется, где-то хочется себя попробовать, и вот есть такая возможность, да, там, еврейские корни, еще что-то, тем более Израиль, такая страна, хочется поехать, попробовать. Но когда мы увидели это все, ну, конечно, шоковое состояние было какое-то время. Вы хотели переехать или как-то? Для чего вы переехали? Ну, я репатриировалась, то есть я поехала на ПМЖ. Я не собиралась приехать, там что-то потусоваться там какое-то время и уехать. Я здесь закрыла все свои дела. Единственное, что, конечно же, я не продавала квартиру. Потому что, ну, я так решила для себя, я поеду, посмотрю, а потом буду принимать решение. И я поехала, мы собрали все для репатриации, да, все, что нам говорили, кастрюли, одеяло, там, все, что можно, было много чемоданов, всю свою семью. Сын забрал с института, он учился здесь, в Москве, на 1-м курсе, поступил бесплатно в юридический институт,
забрали документы, дочку забрали из школы, я уволилась с работы, то есть, ну, все как бы закрыли, да, и поехали жить, ну, как бы в другую страну, мы решили вот начать там новую жизнь. Я думала, что там действительно для детей какие-то перспективы есть, ну, больше, чем в России, да. Для меня, может быть, какое-то развитие, там еще что-то, ну, все-таки климат как-то. Ну, в общем, прикинула я вот так, ну, как я Израиль знала, Google карты открыла, походила по Ришон-Ле-Циону, посмотрела, да, вроде ничего, пойдет. Ну и все. А ты, типа, смотрела, узнавала, там, блогеров, может быть, каких смотрела, может, в интернете узнавала, как здесь живут? Ты знаешь, я смотрела, да, разные ролики, но вот в то время как раз-таки, я тебе что хочу сказать, все ролики были в основном положительные. Я и хотела найти вот какие-то ролики про истинную жизнь, да, про истинное положение вещей. Но таких роликов практически не было. Какие-то, знаешь, в Ютубе были отрывочные, там, вот как на работу устроиться, да, там, как начать жить, как то, как это. Ну, вот так вот, как сейчас, никто информацию не подавал. Ни в ТикТоке не было, да, ну, еще ТикТок какой-то там был такой недоразвитый, ни в Ютубе я не могла найти информацию. Информации было очень мало. Единственную информацию, откуда мы могли получать, это через Сахнут. Мы через Сахнут репатриировались. Ну, а Сахнут, сам знаешь, да, у них все хорошо, все прекрасно, у вас все получится, только приезжайте. Вот, я все свои дипломы, все собрала, да, все образование, причем мне сказали, ой, да ты вообще там со своим образованием не пропадешь. Приезжай, все поможем, все, документы оформим, лицензию поможем получить. Вообще, Мне кажется, это методичка, которую всем говорят. скорее всего. Ну а что, я как бы, смотри, я еду, да, везу двоих детей, которые, ну, армейского возраста, учиться они туда едут, могут стать полезными жителями Израиля, скажем так. Чего не пустить? Мы пришли к консулу, 15 минут были на собеседовании, тут же получили печати и все. Вообще вопросов никаких не задавали. Ну вот и поехали, и приехали, сняли мы эту квартиру, и начался, значит, путь репатрианта. Когда ты с помойки волочешь себе матрас домой, стулья, стол, там еще что-то увидел, и бежишь быстрее, пока другой репатриант этот стол или стул не уволок на себе домой. Боже, Леша, это я не знаю, как меня угораздило. Ты знаешь, вот я сейчас вспоминаю, и думаю, как я могла вообще вот в это все вляпаться. Ну вот я просто себя знаю, да, как я, ну, люблю вот уют, да, чистоту, вот, чтобы все свое, чтобы новенькое, чистенькое. Понимаешь, туда попадаешь, и ты становишься как бы частью какой-то вот этого менталитета, что ли, вот как там принято, да, вот принято тащить с помойки домой, и мы тащим. Принято, допустим, там идти с самых низов работать, и мы идем. А ты, типа, как вообще относишься к этому? К тому, чтобы с улицы что-то принести домой? Потому что есть тут, я знаю, ну, я видел даже видео в какого-то блогера, что это ж так круто, типа, Израиль, типа, ничего не выкидывает, а дает возможность людям забрать домой. Знаешь, если бы мне Израиль дал возможность заработать достаточно денег, чтобы я пошла и купила, да, в Икее, в которых я работала какое-то время, чтобы я там могла приобрести новую мебель, я бы была рада больше. Но когда я поставлена была в такие условия, что, смотри, корзина у меня 6 тысяч, да, 4 300 я плачу за квартиру. Как я с семьей 3 человека могу выживать там на сколько-то там остаток, да, там 1000, сколько там, 700. Да, Корзину на семью дают или на каждого человека? нам дали на семью, на троих 6 тысяч, ты понимаешь? По 2000 как бы на человека. Еще плюс заплати с этих денег за схеру. Но это ж невозможно выжить. То есть репатриант ставится сразу в такие условия, когда ты должен крутиться, вертеться. И, конечно, приходится тратить свои собственные деньги, потому что ты не выживешь на то, что вот ты там зарабатываешь. Мы 5 июля мы прилетели, 20 мы вышли из отеля, по-моему, июля, а 1 августа я уже вышла на работу. И нам все равно не хватало ни корзины этой, ни моего заработка. Сын там тоже пошел подрабатывать. Ну, там он пока там разбирался с учебой туда-сюда, сразу не мог пойти на работу. И мы жили на вот эту вот, ну, корзиночку, можно сказать. А вы с собой не повезли, типа, деньги какие-то на первое время? Привезли, в том-то и дело. Если бы я с собой еще не привезла, я бы там вообще
в первые же месяцы, наверное. Я же не ожидала, что, ну, все говорят, корзина, корзина, да, вам будут помогать, вам то, вам это. Так, а там цены какие? То есть какие-то одеяла, подушки, мы это все собирали по другим репатриантам, да, вот как за 4 года, я тебе вот зуб даю, за 4 года я себе ничего не купила из одежды практически. Может быть, одни там 2 шорты, пару каких-то маек. Все остальное вот собранное от добрых людей, скажем так. Потому что, ну, даже вот реально, даже желания не было идти и смотреть на какие-то вещи, потому что ты понимаешь, что лучше ты где-то закроешь какой-то платеж свой, да, чем пойдешь и себе купишь там какую-то новую блузку там или еще что-то. Вот то, что я с собой привезла, и то, что там девчонки, кто-то уезжал, кто-то растолстел, ну, отдавали, да, ну, и что, вот в том и ходили. Дети там себе что-то покупали, я себе не могла такого позволить. Ну, скажи, вот как первые шаги, типа туда-сюда, диплом, подтверждение, вот это все. Смотри, у меня 2 образования высших, юридическое и психологическое. Я подала сразу через Министерство интеграции, подала документы, мне подтвердили сразу оба диплома. Юриспруденцию мне подтвердили степень, я не помню, 1-ю или 2-ю, а психологию мне подтвердили 1-ю степень. Но подтвердили, то есть оба мои института, моей практики было достаточно. Я на радостях, ну что ты, все, я уже видела себя исполнившие все свои там мечты и надежды в этой стране, понимаешь, вдохновилась. Все, давай думать, кем же мне все-таки здесь, работать, да, потому что я и юристом, в принципе, не так давно закончила работать, а психологом я только-только начинала, это мое 2-е образование. Вот, все-таки юриспруденция мне уже поднадоела, я из нее уже как бы ушла, и мне хотелось все-таки развиваться в психологии. Но я думаю, ладно, попробую, да, и там, мало ли где выстрелит. Как оказалось, чтобы мне получить лицензию юриста, мне нужно каждый день, практически по 6-8 часов ходить учиться на учебу, соответственно, за собственный бабки. Тебе же как подтвердили, зачем еще учиться? Ты что, Израиль, я же тебе говорю, очень хитрая страна. Она ничего просто так не делает. Ты приехал, вливай денежки, пожалуйста, иди учись, плати за это, да, плати за курс, обязательно. То, что они подтверждают наши дипломы, это не говорит о том, что мы имеем право пойти и сразу работать. Есть профессии, которые лицензируются. Моя вот и 1-я, и 2-я, у меня еще, кстати, педагогический есть диплом, и он тоже лицензируется, но я его даже прикладывать не стала, я педагогом точно не хотела работать. Мне нужно было как минимум год учиться, целый день, не получая при этом зарплату, учиться за свои деньги. Я этого себе позволить не могла, потому что мне некому работать. Я ж приехала одна, без мужа, да. Поэтому я решила, что все-таки я, наверное, уже раз закончила институт, да, психологический, попробую начать практику. То есть, я же не просто так сидела, знаешь, вот и выискивала, а может туда, а может сюда. Я искала сообщество людей, психологов, которые уже работают, и пыталась у них узнать информацию по поводу того, как мне начать заниматься этой деятельностью. А общество в Израиле, особенно русскоязычное, оно обладает, знаешь, таким свойством, либо не говорить информацию, либо говорить как-то вот в общем. То есть, чтобы тебе кто-то помог, чтобы тебе кто-то вот донес, да, как мы это делали, а какие там у тебя есть возможности, такого нет. Если хочешь что-то получить более развернутую, плати деньги. Понятное дело, надо платить, так надо. Я беру 1 консультацию. Я беру 2-ю консультацию, 300 шекелей плачу, 500 шекелей плачу, чтобы мне узнать путь, да? У кого берешь консультацию? Я беру консультации у тех девочек, которые работают в Израиле психологами. Но я тебе сразу хочу сказать, спойлер, да, такой, что очень многие ошибаются, что в Израиле работают только лицензированные психологи. В основном все русскоязычные психологи работают без лицензии. Просто есть некоторые обходные пути, как это можно сделать, вроде как не нарушая закон, но даже эти обходные пути, даже за деньги тебе не все готовы рассказать. Что я получила, значит, на этих платных консультациях? Причем была одна девушка, которая занималась когда-то помощью в лицензировании психологов, да, работала в государственной структуре, потом ушла, завела свое такое частное дело и стала помогать другим репатриантам. Вот, что я получила? Да, у тебя вот такие-то документы, подай их, значит, в Министерство здравоохранения. То есть смотри, дипломы мои подтвердило Министерство образования. Сказала мне, да, твои степени признаются в Израиле.
А для того, чтобы получить лицензию выдает на работу Министерство здравоохранения. А Министерство здравоохранения в Израиле считает, что я должна обучиться. Моего диплома недостаточно, который Министерство образования подтвердило. Понимаешь? Замкнутый круг. Да. И что мне эта девушка говорит? Ой, ну я, значит, посмотрела твои документы, да, вроде все в порядке, туда-сюда. Ну, значит, подавай документы в Министерство здравоохранения, они тебе там скажут, куда, чего там дальше, какой порядок. Я говорю, слушай, да я бы и без тебя это сделала. Ты мне подскажи, как я сейчас уже могу начать работать, да? Ну вот что, как? И ты понимаешь, вот ты бьешься, как вот слепой котенок, да? Ты туда, ты сюда, ты пытаешься там узнать, ты пытаешься там заплатить, идешь любыми путями, чтобы, ну вот хоть как-то продвинуться в этой стране, а тебе везде какое-то препятствие, либо не говорят, либо какую-то информацию не доносят, либо искажают, либо еще что-то. В конечном итоге я плюнула на всех этих консультантов, обратилась напрямую в Министерство здравоохранения. Мне, конечно, выкатили вот такой список, что какие предметы я должна еще изучить. В общем, это бы вышло у меня, мой путь до лицензии психолога, вышел бы мне лет в 5, обучение плюс практика, и где-нибудь, может быть, к моим годам 60 меня бы допустили работать в какой-нибудь бейтовод, лепить из пластилина с какой-нибудь бабушкой, понимаешь? А я человек приехала, которая уже практикует. А что такое психолог без практики? Это, ну, специалист, да, у которого идет выгорание. Ну, даже не выгорание, деформация профессиональная. Нужна практика. Ладно, что делать? Я же не сидела просто так. Я искала пути, как заработать, как что куда. Решила для себя так. Значит, пока у меня не получается, и я не могу решить вопрос психологии, а зарабатывать как-то надо чуть больше, пойду-ка я устроюсь в агентство недвижимости. Попробую там, потому что, ну, когда-то у меня было свое агентство недвижимости, когда-то у меня была своя контора юридическая, ну, я так вот этим всем управляла, знаю, как это все выглядит. Пошла я на курс, обратилась в Министерство интеграции. Мне показали вот такую дулю по поводу, ну, компенсации, да, как новому репатрианту, потому что, видите ли, курс ведется на русском языке, не положено вам. Ладно, думаю, не положено, пойду сама. Опять открываю свою заначку, которую я привезла из России, да, если бы не эта заначка, ну, я не знаю, я бы сгинула там. Открываю заначку, вытаскиваю оттуда, да, 7 тысяч шекелей, перевожу из рублей в шекели, плачу за этот курс. 8 месяцев учусь на курсе, преподает у нас адвокат. И когда я учу вот эти законы, я понимаю, куда я попала. То есть законодательство Израиля – это что-то с чем-то. Я-то, ну, как бы юрист, да, я знаю законодательство России. Но когда я познакомилась с законодательством Израиля, особенно с жилищным, слушай, это вообще трындец. Это сделано все так, чтобы человек никогда в жизни не узнал полностью, на что он имеет право, как он может свои права реализовать, в какую ему обратиться контору для защиты своих прав, как он может отстоять свои права. Только обязанности. Вот целые там портянки этих законов, только обязанности обязан плати, не заплатишь штраф, то. Настолько все запутано, ну, это не только жилищное законодательство Израиля. Все законодательство Израиля, оно отличается вот именно этим моментом. Такое ощущение, что специально делается так, чтобы люди свои права защитить никак не могли. Вот, ладно, отучилась я на этом курсе, даже нашла себе работу в агентстве недвижимости и попала к русскоязычной начальнице. Русскоязычные начальники – это вообще отдельная прослойка нашего русскоязычного израильского общества. То есть задача русскоязычного начальника сделать твой путь репатриации максимально трудным. Расскажи поподробнее про русскоязычных начальников. Была, значит, у меня в этом агентстве русскоязычная начальница. Да, и, кстати, я вот тебе хочу сказать, что я как устроилась 1 августа на работу, да, я устроилась в клинику Клалит, и я как бы там работала, у меня было там то 4, то 8 часов мне ставили, и я эту работу не оставляла, даже несмотря на то, что я, уходила там еще где-то, подработки другие искала. Я, значит, пришла в это агентство недвижимости, ну, как думала, да, что начальник заинтересован в том, чтобы контора процветала, чтобы сделки были, там, обучить нового сотрудника, что-то, хотя бы дать ему какие-то объекты свои, да, чтобы я там где-то, хоть какая-то мотивация у меня появилась работать. Я на своей машине собственной приезжала, открывала в 9 утра офис, до 4 часов там сидела, сторожила этот офис, занималась полностью визуалом, то есть все обрабатывала фотографии всех квартир, вела сайт, делала корректировки, то другое, принимала посетителей,
ну, которые там приходили, заявки оставляли, еще что-то. И за это я не получала ни копейки. Это ж как бы, там получается зарплата только когда продают квартиру, не? Да, сдаю, то есть, ну, до продажи квартир меня не допускали, да, несмотря на то, что я курс закончила, а допускали меня только до аренды. Но иврит мой, да, я еще, кстати, все это время ходила в Ульпан, я закончила Ульпан Алиф, Ульпан Бет, но мой иврит был такой о себе, конечно. Понимать я больше понимала, а вот с разговорным как-то у меня, ну, такая была пробуксовочка. Ну, вот звонили люди, например, я могла ответить, да, на иврите, там, рассказать, какая у нас есть квартира, что-то предложить, принять заявку, это мне было доступно. В общем, вся моя задача заключалась в том, что я просто бесплатно сторожила офис. Уборочку там делала, кофеек наливала, понимаешь, вот это вот все. А как, типа, не договаривались изначально к зарплате или что? Как это вообще? Ну, мы договаривались, что процент от сделки, да, вот я сдала квартиру, например. Ну, слушай, я же тоже когда-то была директором агентства. То есть я-то работала совсем по-другому. Ко мне девочка приходит, я в первую очередь заинтересована в том, чтобы сотрудника продвинуть, да, чтобы ему дать какие-то свои объекты, чтобы у него что-то пошло, началось, вот, ну, какая-то работа пошла, да, чтобы заинтересовать. А тут я приехала, пришла, села, мне говорят, все, вот теперь работай, нарабатывай свои объекты, да, ищи там этих арендаторов, арендодателей, все это сращивай, езди на показы, как бы, ну, это все это твоя работа. Хозяйку я видела, может быть, 2 или 3 раза, я проработала там 3 месяца. То есть, считай, весь офис вот повешен был на меня, да, и еще я, например, говорю, мне на показ надо, ну, я и звоню, говорю, мне надо уехать на показ. Ой, ты подожди, ко мне там бабулька какая-то должна прийти, вот она придет, а офис закрыт. Ну, короче, чепуха какая-то, знаешь. За 3 месяца не заплатили ни разу? Ни разу. Я еще и потратила свой бензин, убивала свою машину, гоняла, да, по этим. Но, опять-таки, смотри, с низким ивритом у тебя практически нет шансов конкурировать с другим агентом, который пришел с хорошим ивритом, да, на этот же объект. Допустим, у меня даже лучше по характеристикам люди, которых я привела, которые могут снять эту квартиру, а тот вот, ну, на иврите с этим хозяином, да, и все, и пошли в обнимочку. То есть, ну, вот я понимала, что есть такая штука, да, надо иврит, но я же везде шла как раз работать в такой области, где есть иврит, да, там не в русскоязычные коллективы, я работала вот в Клалите, да, там и пациенты, и врачи, ивритоговорящие, я там старалась работать, все это слушать, говорить, 2 ульпана, сюда я пошла тоже общаться, это же речь разговорная, да, вот, ну, ты, считай, общаешься на этой квартире, там спрашиваешь про мебель, про то, этаж, все-все-все себе потихонечку базу эту нарабатываешь. Ну и все, 3 месяца я отработала, ключик положила на стол, не дождавшись никаких вообще, ну, мне обещано было, что вот через месяц ты сейчас адаптируешься, мы тебе там объектов дадим, да пойдешь выше, с лицензией поможем, все, потом будем работать. Ну, короче, хозяйке нафиг это не надо было. Вот я заметила в них такую штуку. Ты приходишь, максимальное количество обязанностей на тебя сваливают сразу же. То есть люди пользуются, вот просто нагло пользуются тем, что человек приехал в страну и ничего не знает. Нет цели помочь человеку адаптироваться. Есть цель сесть ему на шею и максимально с него вытащить. Ну вот для своего какого-то интереса. Это одна из была, у меня их много было. Ну да, расскажи. В Израиле мне довелось поработать на таких работах, на которых я в жизни бы не поработала, живя в России. Я не знаю, плюс это или минус. Может быть, плюс в том, что я хотя бы для себя понимаю, что в какие условия меня сейчас не помести, я все равно выживу, да, выкарабкаюсь. Я многому там научилась. Но все эти 4 года мое морально-эмоциональное состояние, конечно, было, ну, оставляло желать лучшего, да. Работала я в ресторане, у нас в городе работала в ресторане. Как всегда, берут на одну позицию, а потом оказывается, что ты работаешь, оказывается, за всех, да. И сначала я пришла официанткой, но на следующий день я оказалась в баре, и на сборе заказов. И начальник у нас был еще тот тоже русскоязычный, доставалось всем абсолютно за все. То есть даже если ты ничего не натворил, все равно обязательно найдут, за что тебя отчитать. Я молчу про сервис, да, в этих ресторанах, барах и все остальное.
Я молчу про вот как это все выглядит, какие там скатерти, какая там антисанитария, как там... Ну, для меня вот израильская вот эта вот вся система обслуживания, это, знаешь, вот какое-то плохое придорожное кафе. Вот где-то там далеко лет 20 назад. Вот, на мой взгляд, так выглядит практически весь сервис, вот, ну, именно все, что связано с кафе, с ресторанами. Я к начальнику несколько раз подходила, говорю, слушай, может, мы, ну, мусорное ведро хотя бы, ну, там, сполоснем. Ну, там же ужас. Там крыса Машка у нас вот такая жила, огромная, да? Она уже там была хозяйкой в этом мусорном ведре, то есть мы боялись, мы открывали крышку, быстрее туда, ну, остатки еды вываливали и убегать, пока Машка там, ну, не начинала свои порядки разводить. Пыль, грязь, ну это ужас. Я даже один раз сказала своему начальнику, говорю, слушай, давай я останусь вот просто безвозмездно, на пару часов. Я просто здесь все протру, бесплатно. Я не могу работать в таком месте. Ну честно, это тем более это заведение, куда приходят люди кушать, да. Кем ты там работала? Я работала, значит, сначала день официанткой, потом меня перевели на бар и на сбор заказов. Сбор заказов – это, конечно, что-то с чем-то. То есть ты должен успевать и в баре наливать, подавать, протирать стаканы эти, да, следить за выдачей блюд, которые идут в зал, и еще тут же для Вольта собирать заказы третьей рукой. Понимаешь? То есть если ты работаешь в Израиле, мне кажется, ты никогда не работаешь в своей должности. Ты всегда выполняешь 2-3 работы, но получаешь как за одну. И еще люлей сверху всегда получаешь. Удобно. Если ты еще не знаешь и выйти, да? Да, я тебе говорю, все этим пользуются. Лучше я не буду рассказывать, что я там насмотрелась, это, конечно, кошмар. В общем, после этого я перестала вообще ходить в заведения какие-то, ну, кушать где-то в Израиле, потому что вот эти крысы, да, ну, они не только в мусорном баке жили, они там везде были, да, и на той продукции замороженной, которую размораживали, да, сначала они там посидели. Но это кошмар. Я не знаю, как люди не болеют там кишечными инфекциями, может быть, привычка просто какая-то, но для меня это дико. Нас Бог просто бережет. Скажи еще про советы бывалых репатриантов. Как в Израиле заменяет понятие репатриация на трудовую миграцию? То, что там видео рассказывал, мне понравилось. Да, я даже записала, да, видео такое. Знаешь, мне непонятно, почему так происходит. Ведь репатриация и трудовая миграция, да, это совершенно разные два вида, ну, как бы влияний, так скажем, да, в страну. Что такое репатриация? Это когда вот мы возвращаемся на свою родину. Мы, как граждане, достойные, да, такие же граждане на уровне других, возвращаемся в свою страну. Трудовая миграция – это когда человек вообще с другой страны, не гражданин, приехал, да, чисто на заработки. Но получается так, что мы все потом перемешиваемся. То есть я приезжаю в страну, у меня есть образование подтвержденное, да, у меня есть дипломы, у меня есть опыт работы. Да, у меня не очень высокий язык, но я могу начать в своей области, ну, чуть ниже, да, где-то там начать с низов и потихонечку подниматься. Но меня туда даже не пускают. У меня было несколько попыток устроиться даже в больницу, например, там в какую-то психиатрическую, да, или в обычную больницу, там же тоже нужны психологи, не берут. Понимаешь, везде все закрыто. Иди в Никайон, иди в Метапелет, иди на завод, да, иди куда хочешь, только не туда, куда тебе надо. Обещания-то были одни, да, а по итогу я работала с Адронит на раскладке товара, да, я работала рядом с эфиопом, рядом с арабом, которые буквы даже, например, не знают, да, плохо читают, плохо считают. Люди, которые школу никогда не заканчивали, которые жили, ну, действительно, там под пальмой, я не знаю, или в каком-то там собранном из веточек домике. И мы, получается, оказываемся на одной и той же линии, понимаешь? Ну, для меня это непонятно. Был у меня в жизни такой момент, когда я закончила еще один курс, то есть, ну, я же не остановилась на этом, да, но я все-таки решила работать хоть в каком-то направлении, но по психологии. Опять вытащила из своей заначки еще 6 тысяч шекелей, заплатила за курс по коучингу и НЛП. Он мне хотя бы давал работать в одном подходе, в одном направлении. Не во всех, в которых я имею право работать в России, а только в одном. Ну вот по коучингу, да, что-то там с людьми.
Я пошла в службу занятости, принесла все свои дипломы, сертификаты, все разложила, говорю, я хочу работу. Я не хочу сидеть на шее у государства, я не хочу сидеть на пособии. Помогите мне найти работу по специальности. Ты думаешь, мне кто-то помог? Нет. Мне сказали, иди, у нас вот в типографии освободилось место уборщицы. Классная работа. И знаешь, что мне больше всего нравится вот в Израиле, вот этот подход? Хочешь больше зарабатывать? Мы тебе больше часов дадим. Не мы тебе зарплату поднимем, а давай 12 часов. И это все подается с таким азартом, как будто бы ты должен это подхватить и быть счастлив. 12, а может я 18 выжму. Понимаешь? Ну вот это мне вообще непонятно. И вот я считаю все-таки, ну не знаю, права я или нет, что если государство Израиль желает, чтобы, ну, как бы приезжали люди вот образованные и поднимали страну, да, то им нужно помогать. А получается так, что мы приезжаем, нам там, ну, диплом, да, там и то, вот это вот все с дипломами, это делала я сама. Единственное, что мне помогли, это с переводом диплома. Дальше мы идем сами, и никто уже не помогает. Сколько я раз в эту клету обращалась, да, в эту алию, сколько я писала, помогите, хотя бы дайте направление мне, хотя бы подскажите, куда мне идти. Смотрите, зайдите в такой-то раздел, у нас там все указано на сайте, там, черт там ногу сломит, ничего там не указано, там только общие фразы. И вот знаешь, вот ты сам везде, туда, да, пошел, там тебе с этой зарплатой кинули, сюда пошел в службу занятости, тебе сказали, иди отсюда, да, где-то ты попросил помощи, у меня было ужасно тяжелая была, я помню, как-то несколько месяцев, меня там с машиной швырнули. То есть, ну, я вообще осталась в таком положении, пишу в эту клету, я знаю, говорю, что у вас есть какие-то программы, я одна с 2 детьми. Ну, как бы по идее-то что-то государство как-то может подхватить на какое-то время, да, месяц-два где-то помочь. Тем более, смотри, когда у нас корзина заканчивается, еще полгода, пока мы не прожили год в стране, мы не имеем права ни на какие больше выплаты. То есть только работаешь, и все. Ни тебе вот на детей, да, каких-то там выплат, ни помощь с квартирными, ничего. То есть эти полгода как бы тебя проверяют, да, готов ты там дальше бороться или нет. И я им писала, я описываю ситуацию, что я не могу сейчас, да, у меня ни алиментов, ничего, никакой помощи. Вот тут вот, ну, я пошла на курс, свои деньги заплатила. Нет, извините, приходит мне очередная писулька, вы не попадаете там под какие-то критерии, мы вам ничем помочь не можем. Дети, получается, взрослые у тебя? У меня сыну было 18 лет на момент репатриации, а дочка в школе училась. А сын не пошел работать? Работать пошел, да. Он сначала пошел учиться, он поступил там, взял курс, тоже еле как выбили с этого алии интеграции, вот ему дали часть денег на учебу, я уже не помню сколько, то ли половину, то ли чуть меньше, остальное он сам платил. Да, он пошел. Ну, что это такое? Он тоже работал в магазине. Минимальная заработная плата. Мы втроем, да? Помощи никакой нет. 4300 только за квартиру. Это только схирут. Без вот этих вот еще плюс, да? Мне же надо было в агентстве недвижимости работать, ну, как-то передвигаться, да? Думаю, ну, все-таки год я моря толком не видела, как бы хотела-то жить возле моря для чего? Чтобы его хотя бы видеть, иногда купаться. Думаю, надо купить машину. Опять открываю свою задачку, которую беру оттуда бабки. Пошла. Но я же не предполагала, что в Израиле, даже если тебя не хотят кинуть, тебя все равно кинут, понимаешь? Вот даже если утром человек проснулся и говорит, сегодня я буду честным, я сегодня никого не обману, и тут прихожу я, понимаешь, с деньгами. Так а тебя с машиной тоже кинули? Да, я прихожу, мне показывают машину, это, ну как, я не знаю, как это называется, конторы, которые торгуют этими машинами. Стоянка типа. Ну, типа да. Что меня поразило, когда я покупаю машину, я не могу сесть и порулить. А потому вот такая дурь в Израиле. Я не знаю, может, кому-то и удавалось уговорить там, ну, хозяина или продавца, но у меня было 3 машины, да, с которыми у меня была эпопея. И только на одной мне разрешили буквально взад-вперед вот так вот двинуться. Нельзя. То есть ты садишься за руль,
крутишь только руль, газ, тормоз нажал и все, а подвигаться не можешь, потому что ты в страховку не включен. А это типа вот на этой площадке БУ машины? Такой подземный паркинг был, я туда пришла, темень, ни хрена не видно, я села в эту машину, фары включила, вроде все работает, вроде заводится, газ, тормоз, мне даже ручку скоростей не дали подергать. Купила я эту машину, наличка ему отслюнила 26 тысяч, хотя сейчас я узнала, что, оказывается, он не имел права это все брать наличкой. Но я пришла, новая репатриантка, одна, представляешь, с деньгами, без толком языка. Ну как меня не обмануть, ну как? Ну и все, я на этой машине уехала. Оказалось, что там надо то менять, подъемники не работают, фары не горят, прикуриватель, вот куда эту вставляешь зарядку для телефона, не работает, радио не работает, кондиционер мозгам не работает. Короче, я еще еду к ребятам, 6 тысяч еще вкладываю в эту машину, опять открываю копилку, понимаешь? Вот меня все укоряют в том, что я взяла корзину, да, у государства, и когда уезжала, ее не вернула. Я помимо этой корзины еще корзин 50, наверное, сверху вложила вот в Израиль, только по своему приезду. Ладно, машина мне очень нужна была, отремонтировала. Проходит 2 недели, я еду по Ротшильду, и она у меня встает, просто мертвым колом. Сзади все орут, матерятся, гудят, а я не могу поехать. В общем, ГРАР, оказывается, была страховка на ГРАР, а я же знать не знала. Понимаешь, никто же мне этого не сказал. Оформили страховку, бумажки прислали, и все, никто тебе ничего не расскажет, никто тебя ни во что не посвятит. Ты должен во всем разбираться сам. Я вызываю платный ГРАР. Я же не знала, что у меня оплачен ГРАР страховкой. Привожу к этому, а он мне тогда сказал, когда, если что-то с машиной случится, привози, мы у тебя ее заберем. Я ему привожу, на руках, на пальцах, на ломаном иврите пытаюсь объяснить, в чем поломка. Приношу кучу этих кабалот от ребят, которые мне ремонтировали эту машину. Доказываю, что он мне фуфло подсунул, извини меня. Он сидит, знаешь, с таким видом, выслушал это все, берет ручку, листик, значит, и говорит, за минусом расходов на ремонт я тебе за нее могу дать 4000 шекелей. Я чуть со стула не упала, я говорю, ты чё? Вот во мне, понимаешь, вот клокотало все, что можно. Вот рвались чувства наверх все самые нехорошие. Вот не было языка, понимаешь? Вот я на русском, конечно, отматюкалась. Ну, куда-то мне надо было эмоции, да, выместить. Я отматюкалась. Но ты понимаешь, вот эта ситуация, она меня до сих пор вот просто триггерит. Ну как так можно относиться к людям? Сидел израильтянин, ты же видишь, да, пришла девушка, ничего не знает. Мало того, что ты, гад, знал, что машина сломана, ты прекрасно об этом знал. Ты ее мне подсунул, ты прекрасно знал, что я ничего не докажу, я не пойду к адвокату, да? То есть ты ее у меня сейчас забираешь за 4000, что-то там подкрутишь, подвертишь, и то у них наверняка есть какие-то свои гаражи, да? И продашь ее, и заработаешь на ней еще. И вот совесть вообще вот где? И ты понимаешь, вот у меня один такой раз, второй, третий. Какое у меня может складываться отношение к стране? Вот ты задал вопрос, да? Вот про вот эту фразу, да, излюбленную вот тоже. Полюби Израиль, он полюбит тебя. Что значит полюби? Как можно полюбить вот то, что тебя постоянно отвергает, то, что тебя постоянно макает мордой в грязь, то, что тебя кидает постоянно, не дает тебе продвигаться? Ведь это какая-то патологическая любовь, понимаешь? Когда от тебя пытаются отбрыкаться, а ты как дурак, люблю, буду любить вечно, буду ждать, пока ты меня полюбишь, да? И недавно у меня тоже был с одним человеком разговор, я говорю, вот если взять эту фразу, вот полюби Израиль, или Израиль полюбит тебя, я говорю, а по каким критериям я должна догадаться, что он меня полюбил? Вот что в моей жизни должно произойти? Все расцветет, там, не знаю, все будет получаться. На хорошую работу вообще не надо будет работать, только деньги будут давать. Наверное, так. Я не знаю, я говорю, для меня любить того, кто не любит меня, ну это сродни какой-то патологии, вот честно. Я очень пыталась. Ты знаешь, я когда приехала в Израиль полгода, это была для меня любимая страна. Я бегала, я прыгала, я миллион фотографий всем своим друзьям отправляла.
как я счастлива, да, по всем святым местам, туда-сюда, экскурсии, все мы мотались, ездили. Реально я была рада, счастлива, учила иврит, старалась общаться, погружалась в религию, да, дочка у меня в школу пошла, все, радостные такие были, действительно. Я хотела там жить, я хотела там развиваться, пока не началось вот это. Там, понимаешь, вот один раз по щеке, второй, третий, да, там загнули, там нагнули. Вот я тебе просто расскажу сейчас истории, да, ну вот ты сам сделай вывод, ну вот как так можно? У меня в квартире, ну вот в этом сарае, где мы жили, лопается труба, где-то там в кулуарах под землей, не знаю, мы жили на 3-м этаже, где-то вот в этих перекрытиях. Прибегает соседка снизу, говорит, пойдем посмотришь, какой у меня потолок. Я прихожу, смотрю, реально желтые пятна. Я нормальный человек, если просят, да, надо сделать, приходите, делайте, вообще без проблем. Я звоню своей хозяйке, значит, говорю, такая-то проблема, что делать? Она приводит, значит, одну бригаду, да, они там поднимают этот пол в ванной, я молчу. Приводят другую бригаду, они же как израильтяне, сначала водят, выбирают, да, у нас русскоязычная, кстати, хозяйка была квартиры, водят, ищут кого подешевле. В конечном итоге чуть ли не на верблюдах к нам, ну, сам знаешь, кто пришел, да, верблюда внизу привязали, и началось. Почему-то она решила, раз я новая репатриантка, да, ну, значит, мой путь должен быть обязательно тяжел и с испытаниями, с преодолением препятствий. И что она делает? Вместо того, чтобы просто заменить трубу в ванной, она начинает ремонт во всей ванной. И преподносит мне это как подарок мне за то, что у меня будет хорошая ванна. Я говорю, слушай, в этом сарае ванна ничего не поменяет. Как бы ты ее ни пыталась сделать, понимаешь? И ты представляешь, 3 недели у меня в квартире живут 3 араба, которые поднимают полностью весь бетонный пол. Все выносят из ванны, я сижу без воды, в ужасном дыму, ты не представляешь, что там было, пыль, грязь, дым, бетон, песок, вот это все. Мы с ней ругались каждый день, я охрипла, я не видела ничего, вот я иду, я спотыкаюсь об диван, потому что я его не вижу. Так они, знаешь, что делали? В ванной же воды нет. Они ходили грязные, вонючие тряпки с песком, с этим говном, полоскали у меня на кухне, в раковине. И мне это подавалось, как, ты чё, это нормально, у нас так принято. Я говорю, а у меня так не принято. И 3 недели вот этого балагана, я не знаю, как его по-другому назвать. И это мне все подавалось, как ты будешь жить в хорошей ванне. А я уже знала, что я в этой квартире дальше жить не буду. Это был последний год, это была вот эта последняя капля. И так хозяйка не алё. Хорошо, что тебе заплатить не заставили за это. Да еще бы она меня заставила. Ты что, это же труба была под землей у нее там. Дом настолько старый, понимаешь, что он весь рассыпался. Мне было страшно. Не то, что я там картину какую-то приколотить, я боялась что-то там подвинуть. Не дай бог зацепить стену или что-то, вываливались куски, вот эти вот куски. Окно закрыл, чуть-чуть его бабахнул, да, где-то силу приложил. Вылетело то триса, то еще что-нибудь. Боже, это был какой-то кошмар. Двери вообще не закрывались. Перед тем, как мы съезжать, вот я тебе реально говорю, свет потух. Свет вырубала постоянно. Старая проводка, включишь 2 комфорки, да, я пользовалась только электрической плиткой, включишь 2 комфорки, все, ты сидишь без света. То есть, ну это кошмар, конечно, я тебе скажу. По итогу, что они сделали? Вот эта дырочка, в которую вода должна была уходить, слив, да, вот этот вот в душе, после того, как они отремонтировали, она из нее стала выливаться в ванну обратно, после этого ремонта. Прикинь? То есть ты выходишь из душа, хлюпаешь, у тебя вот так воды в душевой, хлюпаешь по этой воде, я уже даже ей говорить ничего не стала, я думаю, господи, я съеду с этой квартиры, и пусть она купается в этой душевой, то есть там дверь открываешь, и можешь сразу вот так вплывать в нее, понимаешь? На пузике. Вплываешь и там купаешься. Короче, вот такой маразм, понимаешь? Вот очень часто мы слышим от выходцев с СНГ, да, из СНГ, что они бежали в 90-е в Израиле, просто спасались. Расскажите свое мнение, от чего они спасались? Они действительно, знаешь, что это вот между алией 90-х и нынешней алией коннекта, мне кажется, вообще никакого нет. Это абсолютно 2 разные алии. Сейчас люди приезжают более такие, знаешь,
с возможностями, мне кажется, больше возможностей. Есть какое-то жилье осталось, есть какие-то дополнительные доходы в стране исхода, да, остались. Кто-то удаленно работает, еще что-то. Они, когда репатриировались, у них такого не было. И мне кажется, вот здесь есть какой-то момент, даже, знаешь, какой-то зависти или злости, что ли, вот на новую алию. И мне, например, с выходцами из 90-х, ну, достаточно тяжело было общаться. И да, я очень часто слышала, что вот вы не цените, это там еврейское государство, да, вот вы должны как бы репатриироваться, прогнуться, принять все, что здесь есть, принять всю эту жизнь, не сопротивляться и нести вот это тяжкое бремя так же, как несли его мы. Только нам было еще хуже, а вот вам еще сейчас лучше, и вы вообще жалуетесь, и, в общем, заткнитесь, в общем, ну, вот что-то такое. От чего они бежали, я иногда спрашивала у них. Я говорю, как бы, я 77-го года, да? Я тоже застала эти 90-е годы. Я тоже застала, как они говорят, гонение евреев. Но на моей памяти никакого такого унижения, уничижения по национальному признаку не было, по крайней мере, в отношении меня. У меня была очень выкобенистая фамилия, на самом деле такая еврейская, что у меня нет ни одной фотографии из детского сада, где бы у меня не было, ну, моя фамилия не была написана без ошибки. Везде у меня под всеми фотографиями какая-нибудь буква, да неправильно. Вот. Но меня никто не унижал по национальному признаку. Моих родителей никто не унижал. Мой папа продвигался по служебной лестнице, дослужился до финансового директора крупного дальневосточного завода. То есть не было такого, что евреев гнали, кто-то убегал. У нас же тоже был Сахнут там на Дальнем Востоке. И в 90-е мы ходили туда. На праздники, там, халу пекли, плясали, язык учили потихонечку. И при нас люди потихоньку уезжали. Но никто не бежал. Люди просто выбирали для себя поехать, да, жить в Израиль. Кто-то с семьей, кто-то детей отправлял, кто-то как-то. Но я вот тоже как-то снимала ролик и задала такой вопрос. От чего вы убегали, скажите мне? Или вы там от детских садов бесплатных убегали, да, от бесплатных квартир, которые вам давало государство, от учебы, от санаториев, в которые вы могли поехать, от детских лагерей бесплатных, от продвижения по службе, ну, что там еще было в советские времена, я уже не помню. Ну, более-менее такое благополучное, была возможность благополучной жизни. От чего убегали? Многие в 90-е убегали. В 90-х вроде как не очень все красочно было. Да, была большая алия же в 90-е. Ну, слушай, ну я же жила в 90-е. Ну, не очень красочно было. Но мы с голоду не умирали. Родители работали у меня. Ну да, какое-то время мы жили более-менее так похуже, да? Но все справлялись. Кому-то давали зарплату на заводе, продукции завода. Ну, смотря кто где работал, да, кто консервами получал, кто чем. Но 90-е, понимаешь, это было как раз время для тех, кто может выкрутиться и приспособиться. Кто-то смог, да, вот что-то в себе поменять, как-то вот где-то, ну, быть таким гибким, да, где-то приспособиться, где-то под эти условия новые подстроиться. А кто-то не мог. И мне кажется, что вот те, кто не мог, в основной своей массе и поуезжали. Они решили, что все, в этой стране будущего нет, все плохо, все будет точно так же, как сейчас. И ты знаешь, менталитет вот этих людей, он остался, мне кажется, на том же уровне. Вот сколько я не разговаривала с выходцами из 90-х, которые никогда не приезжали в Россию, они до сих пор думают, что мы так же и живем. Когда мои знакомые узнали, что я возвращаюсь в Россию, ну, там вот за 4 года я уже познакомилась, они мне все сказали: Аня, ты что? Куда ты поедешь? Там же вообще ужас. Там же работы нет, полки пустые. Ты что? Я открываю телефон, показываю. Я говорю, вы что? Я несколько раз летала в Москву, пока жила в Израиле. Я говорю, вот, смотрите, как вообще, как работает инфраструктура, какое благоустройство, да? Какие улицы, как все чисто, как все красиво, как все работает, какие услуги, вы посмотрите, это с Израилем вообще не сравнится, никак, Израилю еще там и до Москвы, да, много-много-много лет надо развиваться, чтобы достичь этого. Станции метро по 30 штук в год новые открываются. Сколько метро копают в Тель-Авиве? Лет 20 последних? Ну, там вроде уже что-то открыли, я даже не знаю. Ни раз там не был. Вот, я 4 года жила, я только слышала, ой, скоро метро будет, ой, скоро метро будет. Старожилы мне говорят, мы это 20 лет уже слышим. Почему, вот, допустим, в России можно создать условия жизни для людей такие, да,
более-менее хотя бы, чтобы люди дышать могли нормально, хоть как-то голову поднимали, приходя с работы. А в Израиле нельзя. Вот от чего они бежали, я не знаю. Мне кажется, они сами не в состоянии объяснить, от чего они бежали. Но эта идея, понимаешь, что мы убегали, она поддерживается почти всей вот этой алией 90-х. Потому что надо чем-то оправдать. Да, чем-то оправдать. Вот видишь, в чем проблема? У них же тогда забирали паспорта, и они хотели бы сейчас вернуться, а не могут. Я получаю сейчас очень много заявок от людей, вот прям пишут мне: мы так тебе белой завистью завидуем, что ты смогла вернуться. У нас нет гражданства, мы хотим, да, у кого-то кредиты, у кого-то муж, например, арест на выезд ребенка наложил, да, женщина не может выехать. Кому-то надо новые документы делать. То есть, вот у всех по-разному, да, у кого-то, он говорит: а как я поеду, у меня денег нет. Я бы и с радостью уехал, но я ничего здесь не заработал, я все здесь оставил. Вот. И многие хотят уехать, нет возможности. Что тебе лично не понравилось в Израиле в сравнении с Москвой, с Россией? Лёша, да я даже не знаю, как сравнивать. Слушай, я себе тут записала, смотри, вот по сравнению с Россией, да, вот я могу так зачитать, вот я специально выписала, вот обращаясь даже вот, если бы я обратилась к государству Израиль, не к стране, вот знаешь, я всегда в своих роликах говорю, что я делю страну и государство. Как страна Израиль меня устраивает. Традиции, люди, места, да, даже иногда погода, климат. Но как государство, это же вообще капец. Понимаешь? Это такая машина, которая создана для того, чтобы просто вот издеваться над людьми и лишать их нормальной жизни. Высасывать из них все соки и ничего при этом не давать взамен. А ведь что такое люди в государстве? Если людей не будет в государстве, государство перестанет существовать. По сути, это государство должно людям давать, государство должно обеспечивать благополучие, а люди уже своим трудом, своим временем, своей жизнью, да, жертвуют, идут на эту работу, и они будут решать, сколько они готовы отдать этому государству, опять-таки видя, что для них делает государство. Социальные льготы, да, какие-то, дороги, там, медицину, пенсию, да, благоустройство, возможности какие-то. А в Израиле получается, что государство отбирает у людей практически все, а взамен не дает ничего. И мне тоже, знаешь, пишут вот эти хейтеры: ой, да что там ваша Россия, да, эти, как они там, ушанка, да, водка, что там у нас, балалайка, и в последнее время мы узнали, что у нас унитазов нет. А я вот провела такой сравнительный анализ. Значит, смотри, в России с ребенком можно до 3 лет сидеть, да? До 1,5 лет сохраняется еще место работы и должность. Ой, до 3 лет место работы и должность, до 1,5 лет тебе платят пособие, да? И этого пособия, в принципе, хватает неплохо жить. Я работала в детском саду в Израиле. Я в Израиле где только не работала. Это я тебе самый минимум назвала из тех работ, где я была. Работала в Израиле. 2 месяца меня хватило, на 2 месяца. Приносят мне вот такую лялечку, 3-месячную, и кладут мне в руки. Я говорю: это кто? Они мне говорят: ребенок. Я говорю: что он здесь делает? Они мне говорят: как? У нас в детский сад дети ходят с 3 месяцев. Я говорю: в смысле ходят? И я тебе хочу сказать, детский сад в Израиле – это отдельная печальная история. Вот честно. Эту лялечку бедную, сколько бы она ни кричала, на руки ее брать нельзя. Потому что если ты берешь ее на руки, ты ее приучаешь к рукам. А никто к этой лялечке подходить особо не хочет. У меня сердце, разрывалось на части, когда я мимо этой люльки проходила. И знаешь, что я заметила? Вот где-то через месяц лялечка перестала вообще кричать. То есть ребенок понял, что, в принципе, знаешь, как у отказничков, да, в детских домах, вот, что к нему никто не подойдет. Как можно? Вот как можно вообще придумать, отбирать у матери ребенка в 3 месяца и выгонять ее на работу? Вот скажи мне это. Даже здесь психологом не надо быть, нельзя отрывать мать в таком возрасте от ребенка, нельзя. У ребенка будет 100% психологическая травма, с которой потом ему придется жить там или лечить как-то. Как можно было такое придумать? А это придумало государство и закрепило, на законодательном уровне, да? Если у тебя денег нет, выходи на работу. В России женщина спокойно может до 1,5, до 3 лет сидеть, пока ребенок на горшок не научится, да?
там колготки сам не научится одевать. Все нормально, в 3 года уже сепарация возможна между матерью и ребенком. Дальше. Садики в России бесплатные, да? Ну, и если есть какие-то платные, то вполне доступные. В Израиле сколько детский сад стоит? 3-4 тысячи шекелей. Что это такое? Это половина зарплаты одного родителя. Ну, если он там получает чуть больше среднего. Потом, школы в России бесплатные. Мы до сих пор платим за школу. Дочка закончила 12 классов. Я до сих пор плачу в рассрочку за этот выпускной, на котором она не была. Я приезжаю в школу, говорю, вы меня простите, у меня ребенок выпускной не посетил. Почему мы должны 2000 шекелей выплачивать? А какая разница, посетил, не посетил? Мы его организовали и все. Понимаешь? И школа была все время платная. То есть 3600 шекелей в год я платила за школу. То есть туда подвозка входит, учебники, какие-то мероприятия, еще всякая фигня. Понимаешь? То есть государство Израиль не дает своим гражданам возможность отучить своих детей бесплатно. Не дает? Не дает. Так, дальше что у нас еще? Ну, про питание в детских садах я промолчу. Я тебе хочу, кстати, сказать, что у нас девочка была с аутизмом в группе, так ее забыли на 4 часа на улице в 40-градусную жару, представляешь? И она выжила? Да, она стояла где-то там под навесом, и никто про нее даже не вспомнил. То есть меня почему на 2 месяца там хватило, я на этот мрак, который царит в детских садах в Израиле, смотреть просто не могла. Это был Ириевский детский сад, не частный, это был государственный, понимаешь? Вот. Пособия по беременности и родам, да, в России они очень хорошие. То есть женщине хватает полностью все купить для малыша. Еще там какое-то время существовать на это пособие. В Израиле они вообще есть, я не знаю. Если есть, может быть, до родов что-то выплачивает работодатель и все. По-моему, вот мне кажется, ну про другое я не слышала. В России есть материнский капитал, чтобы купить какое-то жилье? Есть. Где он в Израиле? Почему Израиль не может для своих граждан организовать такую программу? Непонятно, да? Денег нет. Да, вот что дает государство? Ты понимаешь, это вот я по пунктам, да, перечисляю. Вот все говорят, Россия такая плохая, такая вот неразвитая. В России сколько льготных ипотек всяких, да, для айтишников, семейные ипотеки, ипотеки с господдержкой, когда ты за маленький процент можешь взять ипотеку. В Израиле есть вот этот для молодых пар. Это где есть? Ну, для молодых пар, молодых молодоженов. А, ты имеешь в виду вот эту квартиру, которую выкупают подешевле, да? Ну да, что они там не 20%, а там 10%, что-то такое. Есть такая, да, но это же как лотерея, это как розыгрыш такой, понимаешь? Ну А да. здесь семейная пара может, если она подпадает под условия семейной ипотеки, приходит и под низкий процент берет. Причем сейчас разрешили брать одну ипотеку жене, а другую ипотеку мужу. То есть семья может взять 2 квартиры спокойно. Одну сдавать, например, да, а во второй жить. В Израиле это возможно? Вообще в Израиле вот есть перспектива купить жилье? Нет. Нет, и я так думаю. Ты знаешь, я вот проанализировала, когда рынок, я поняла, что даже если бы мне предложили там купить, вот какие-то были бы у меня возможности, я бы не стала брать в Израиле никогда квартиру. Мне кажется, это настолько невыгодное вложение, настолько завышенные цены, что проще купить где-нибудь в другой стране, чем вот реально покупать в Израиле, учитывая еще вот эту обстановку, да, с безопасностью. Где у тебя ракета влетит, и ты потом будешь годами ходить, доказывать, что ты имеешь право на какие-то выплаты. Здесь тоже можно возразить, там в Москве тоже уже не так безопасно. Там тоже может всякие дроны полететь и все такое. Ну вот смотри, я 4 месяца в Москве живу, ни разу у нас не было ни сирены, ни дрона. Ни разу. И здесь я чувствую себя в абсолютной безопасности. Вот честно тебе говорю. Вот. Очень немаловажная такая штука, как адвокатура, да, в Израиле. Ты без адвоката не можешь сделать ничего. То есть ты свои права реализовать не можешь практически, ну, по каким-то мелким искам, да? То есть что-то у тебя произошло, ты берешь адвоката. Тебя кто-то обманул, ты берешь адвоката, да? Где-то тебя по работе кинули, ты берешь адвоката. В Битуах Леуми тебе надо пойти, руки-ноги у тебя нет, но чтобы тебе доказать, что у тебя их нет, ты должен взять адвоката. Понимаешь? Вот это меня бесило больше всего. Почему нет? Да? Вот смотри, в Израиле нет конституции. Что такое конституция? Это гарантия прав человека.
То есть, получается, пока в государстве нет основного закона, значит, права человека никто не гарантирует. Да, есть какие-то законы, которые должны исполняться вроде бы, да, исполняются там шатко-валко как-то, но никто не несет ответственность за исполнение этих законов. Никто тебе не гарантирует, что ты имеешь право на защиту. Есть такая, знаешь, вот шайка, можно сказать, адвокатская вот эта вот вся, да, братья, которая продвигает тоже, недавно я, знаешь, услышала такую штуку, правительство решило дать гражданам право реализовать какое-то там свое право самостоятельно, без участия адвоката. Так вся адвокатская коллегия поднялась на дыбы против этого закона. Вы нас лишаете работы. Понимаешь? И они отменили. Ну, правильно, все хотят покушать. Да, так это что получается? Я даже, грубо говоря, не могу реализовать свои права. Вот у меня есть, допустим, папка с документами медицинскими, да? Допустим, человек приехал, ну, это я тебе говорю вот из личного, да, я с этим столкнулась. Папка документов, человек имел инвалидность в стране исхода, все собрал, принес битуах леуми, ему говорят, погоди, ты ходишь сам? Человек, ну сам. Таблеточки сам принимаешь? Сам. Да какой же ты инвалид? Иди работай. Он говорит, так подожди, а почему мне там дали инвалидность первой группы? А у нас ты не инвалид, ты у нас абсолютно здоровый человек. Мы тебе внушаем, что ты здоров, встань и иди работай. То есть человек, он все равно имеет ограничения, да, он не может полноценно работать, ему какое-то там периодически становится плохо, да, ему ничем не помогает государство, ничем. И для того, чтобы ты себе выбил хотя бы вот эту капелюшечку, да, вот эти вот там 1000 с копейками шекелей этой какой-то помощи, ты должен взять адвоката, которому ты будешь 5 лет потом выплачивать это же пособие, которое тебе назначили. Понимаешь? Ну как это, вот как? А в России я могу нажать кнопку на компьютере, любое заполнить заявление, все, пожалуйста, тебе в открытом доступе и отправить в суд любой инстанции. Верховный суд, городской суд, да, мировой суд. Я могу реализовать любое свое право. Если я хоть как-то могу по образцу составить исковое заявление, мне не нужен адвокат. Я заплатила только госпошлину и пошла. Сколько у меня было возможностей пойти в суд вот на этого же с машиной, да, который меня опрокинул, да, и других ситуаций. Но я не могла, потому что я не могу позволить себе адвоката. А того адвоката от Клиты, которого нам предлагали бесплатного, я один раз пришла. Она мне говорит, 2 минуты, все, а мне некогда, что там у тебя? Я говорю, у меня там, да. Она, все. Я не в этих вопросах, все, иди. Я по другим вопросам. А я здесь привыкла, меня что-то не устраивает в России, я пишу жалобу, во-первых, я знаю, куда ее писать. В Израиле ты никогда не знаешь, куда писать жалобу. То есть, чтобы понять, куда тебе пожаловаться, тебе нужно пройти 7 кругов ада, и когда ты напишешь эту жалобу туда, обязательно окажется, что ты ее написал не туда. Такое ощущение, что они сами в своей системе не разбираются. Вот честно тебе говорю, у меня было столько раз, когда я прихожу к пкиде, она не знает вообще ни своих обязанностей, ни что она тебе, ну, должна дать, какие бумажки, да, я пыталась там квартирные оформить, я в один день прихожу, у нее хорошее настроение, она там принимает какие-то документы, говорит, все, Коль Беседер, я тебе все оформлю, жди, смс-ка придет, что тебе назначена выплата. Месяц-два никакой смс-ки, звоню туда, там уже совершенно другая пкида, говорит, а где твой пакет документов? Нет, тебе надо там еще 10 штук каких-то принести. Понимаешь? Никто никогда не знает своих обязанностей, списка документов, что, как. Такое ощущение, что настолько случайные люди садятся в это кресло, вот их взяли где-то на улице, посадили, чтобы кто-то сидел, да, как-нибудь справишься. И все. То есть вот эта государственная система меня убивала. Пошла я, знаешь, вот эти вот кредитные рамки на карточке, да, у меня там 6 тысяч. Я не могу ничего, почему я за наличку покупала машину? Я не могу оформить ни рассрочку, ничего, мне кредитные рамки не позволяют. Я работаю, все как бы, да, официально, много лет работаю. Прихожу в банк, говорю, расширьте мне кредитные рамки. Нет, не положено. Почему, объясните, нет и все. Короче, для меня, вот знаешь, каждый поход куда-то превращался просто в пытку в какую-то. Вот чтобы что-то решить. Про армию я тебе даже рассказывать не буду. Это вообще отдельная история. Это... А что с армией? Кого-то призвали или что?
с 16 лет же там нужно ЦАФ-решен проходить, да? Мы начали проходить этот ЦАФ-решен, и в течение вот 2 лет до 18 мы там были, наверное, раз 15. И каждый раз принесите эту бумажку, принесите ту бумажку, принесли эту бумажку, ой, у этой бумажки срок вышел, принесите эту же бумажку, только с другим сроком, понимаешь? И мы уехали из страны, мы вопрос с армией не закрыли. До сих пор мы им отправляем пакеты документов, они их не видят в упор. Мы туда звоним, дочка хорошо на иврите говорит, ругается, объясняет, да-да-да, все посмотрим. Через день как будто бы не было разговора. Вот эта вот ерундистика, понимаешь, она настолько вот мешает жить, выбивает из колеи, и вот ты чувствуешь, вот я, например, чувствовала себя там все время, знаешь, в таком состоянии какой-то униженности и подавленности. Вот куда бы ты ни пришел, ты превращаешься в какого-то, знаешь, просителя. Вот в ножки надо, ну вот, в пояс поклониться, да, выпросить что-то, прийти с печальным лицом, еще хорошо, если поплакать, и, может быть, что-то там повернется в твою сторону. А у нас ты пришел с пакетом документов, если ты имеешь право на это, значит, тебе дадут 100%, не надо плакать. Вот я даже никуда не хожу. У нас есть сайт, да, госуслуги, например, МОСРУ, или там вот в МФЦ ты пошел. Ты принес один документ, 2 там, отдал в единое окошко, а они уже сами распределили по всем государственным органам, куда положено. Расскажи свое мнение по мусорную проблему в Израиле, насколько в Израиле грязно, и из-за чего это происходит, по-твоему? Как, по-твоему, нужно с этим бороться? Бороться, мне кажется, бесполезно уже, да там с этим никто и не борется. Я тебе расскажу такой диалог. Мы когда заселились вот в этот наш сарайчик первый, пришла хозяйка, ну, посмотреть, что мы, да как там, значит, ну, зашла, и видит, что я собаке лапы мою. Она на меня выпучила вот такие глаза и говорит, ты что делаешь? Я аж испугалась, думаю, может, ну, как запрещено в душевой мыть лапы или что-то. Я говорю, ну, лапки мою после прогулки, после улицы. Она говорит, ты что? У нас настолько чистые улицы, мы никто не моем лапы своим животным. Я говорю, в смысле, вы свои улицы видели? Да мне по ним ходить вообще не хочется. Не то, что там еще и лапы не помыть. Это же собака потом ко мне на диван запрыгнет вот с этим всем, что она с улицы принесла, да, когда там вот так вот на каждом шагу, понимаешь? Никто не стесняется. Она говорит, у нас чисто. Я говорю, вы, наверное, не были в стране, где чисто. Я говорю, вот я из Москвы, да, у нас едет специальная машина, моет улицы с шампунем. Ну, не всегда, да, не скажу, что по всей Москве ездит, но периодически. Да, где-то бывает чисто, где-то не очень. Я всегда мою лапы собаки. Но здесь я их буду мыть всегда. Я видел, что здесь тоже кто-то где-то моет городские службы там с водой, что-то такое. Ну, они вот эти вот бордюрчики поливают, вот они же едут в основном сбоку. Поливают вот эти бордюрчики, и вот эта же метла разгоняет, вот которая у них там крутится, разгоняет всю эту пыль и грязь во все стороны. Ну, какая-то бесполезная эта вот штука, я не знаю. Вот, и мы с ней тоже по этому поводу, конечно, так немножечко потолкались, скажем. А по поводу мусора, ну что, это известная проблема. Он там был, есть и будет. Сколько раз я видео выкладывал, где люди жаловались на вот мусор, пишут, что нет такого. У меня даже есть видео, у меня в соцсетях, где я иду, и посреди Ришона, посреди города валяется огромная мусорная куча, которую никто не убирал. И мне все тоже, ой, снимала бы что-нибудь хорошее. Или вот эти вот байки, знаешь, возле которых мусор тоже раскидан. Или вот то, что люди повыкидывали, то, что им не надо, да, выставили на улицу, оно может там и 2 недели валяться, там и 3 недели, или еще сколько-то. Вот. Мы один раз летали в Москву и летели через Турцию. Ну и, соответственно, у нас полный самолет, тогда израильтяне летали в Турцию отдыхать. Когда мы выходили из самолета, вот я тебе серьезно говорю, я подошла к стюардессе и извинилась. Я говорю, извините, пожалуйста, ну вот за этот срач, который они оставили. Летели очень много религиозных и летели израильтяне. Нет у них вообще понимания культуры, вот чистоты, я не знаю, еще чего-то. А ты бывал же, наверное, в квартирах у израильтян? Что там творится? Это же вообще отдельная категория. Да там же вообще, вот там как идут, швыряют одежду. Вот как идешь, снимаешь с себя все, и все на пол. Понимаешь?
Мне просто довелось как-то работать в Никайоне, и я тебе скажу, это страшное зрелище. Это ужас. Ты поработала везде в Израиле. Да, я еще охраит Никайон работала, в нескольких, в Икее я работала охраит Никайон, и в Ришаниме, ну, большой торговый и офисный центр. А под завязочку я работала в Мании замдиректора магазина. Не жуки-пуки. А в каком городе? В Ишиме? Да. Ничего себе. И везде я работала на всех должностях. Если ты принята как сганит, как замдиректора, то ты обязательно будешь садранит, раскладчик, купаит, сидеть на кассе, да? И как там она, которая колбаску в Маадание нарезает? Ну, в общем, и она тоже, да. Ну, это что, хорошо, можно всегда колбаской перекусить. Колбаской можно, да, нам выдавали там кусочки колбаски, сырка ну, мы когда шли кушать, да, нам великодушно сеть разрешала 3 кусочка таких вот, ну, прозрачных, да, на свет можно было посмотреть, взять и перекусить. Ну, и все на этом, в принципе, ни скидок тебе никаких. В других местах и этого не дают. Ну, может быть, да, но ты имей в виду, что я принимаю товар, да, делаю все эти ценники, сижу за компьютером, а принимаю я товар с 6 утра, а то и раньше. А потом я иду в зал и раскладываю печеньки. Потом я делаю заказы. Потом я нарезаю колбаску. Потом я сижу на кассе. И за все это я получаю прозрачный кусочек. Ну и плюс небольшую зарплату. А работала я, капец как много. Мы работали там, ну вот до закрытия, то есть с 6 и до 9. Представляешь, какой рабочий день? Почему вот, ну, когда критикует кто-то, всегда все это в штыки воспринимается? Мне кажется, в Израиле есть какая-то, знаешь, вот какое-то негласное правило, что все должны любить Израиль. Если кто-то видит, что ты в Израиле начал сомневаться или что-то тебе в нем не нравится, обязательно те, кто там давно живут, они будут сопротивляться. Но Израиль нельзя критиковать. Мне кажется, Израиль должен поддерживать на мировой арене какую-то, знаешь, иллюзию благополучия, что в Израиле все хорошо, в Израиле не может быть все плохо. Наверное, для каких-то политических целей это надо, что ли. То есть ты либо об Израиле хорошо, либо молчи. А почему я должна молчать? Ведь меня много чего не устраивает. Я хочу изменить. Изменить не только для себя, но и для того, чтобы людям стало жить лучше. Я очень часто задавала людям в Израиле вопрос. Вы многие недовольны тем, что происходит, да? Постоянно мы слышим это, ой, там тяжело, ой, дорого, ой, там недоступно, ой, там плохо, там плохо. Так давайте объединимся и что-то сделаем для того, чтобы стало лучше. Нет, мы лучше будем сидеть на диване, критиковать, да, тех, кто чем-то недоволен, но мы не пойдем и ничего делать не будем. Ты знаешь, сколько у меня было попыток организовать бесплатно работу с репатриантами, детьми и подростками? При какой-то Ирие, да, я говорила, я сделаю бесплатный курс, чтобы дети приходили, начинали дружить, объединялись, поднимать им самооценку, помогать им интегрироваться, помогать им вливаться в это общество, да. У меня очень много всяких вот игр, да, вот через игру это можно делать, ну, то есть, чтобы дети чувствовали себя более-менее, как у себя на родине. Ты думаешь, мне кто-то дал это сделать? Нет. И что мы видим сейчас в Израиле? Один ребенок сиганул, да? Другой у нас, я уехала через неделю, 2 девочки с крыши спрыгнули из-за буллинга. Вот, ну как это можно объяснить? Никто ничего не хочет менять. Им нравится, понимаешь? Есть такое понятие в психологии состояние жертвы. Вот они сидят в этой жертве, они привыкли, вот знаешь, быть жертвой. А чтобы что-то изменить, нужно из этого состояния немножечко выйти. Проще сидеть, да, кого-то критиковать, кто что-то об Израиле говорит, что надо где-то что-то поменять, чем собраться и сделать что-то самим. Это такой менталитет. Я тебе говорю, это в основном люди вот из 90-х, которые привезли с собой вот эту ментальность. И для них все новое – это сопротивление, они этому сопротивляются. И Израиль не будет, я тебе точно говорю, развиваться до тех пор, пока вот эти люди не поменяют свое мышление. Ну, или там не вырастет новое поколение. Вот Израиль, он почему остался там, где-то в древности, в прошлом? Вот именно из-за этого. И они как будто бы не принимают ничего нового.
Знаешь, вот все должно оставаться так, как у них принято. Принято опаздывать, принято хреново выполнять свои услуги, да, принято обманывать, принято там не нести ни за что ответственность. Как такая страна может развиваться? Да никак. И в основном, смотри, мы вот, я тебе говорю, сейчас новая алия приезжает, они в основном не жгут мосты, да, они приезжают осмотреться. А эти люди приехали, им некуда бежать уже, им некуда уходить. Они бы и хотели, но назад дороги нет. И их просто бесит, что у нас два гражданства, да, что мы можем и туда вернуться, и здесь пожить, что какие-то там возможности, может быть, да, вот им кажется, что сейчас Министерство интеграции больше делает, да, для репатриантов, курсы вот эти вот, ульпаны у вас там, то, сё, вам там деньги дают, вам там помогают, у нас вот такого не было. Ну, банальная зависть. Ну что, обычные человеческие чувства начинают подниматься, самые, которые вот, ну, не хотелось бы, чтобы они поднимались. Вот я так считаю. И столько хейта, да, вот ты понимаешь, любой мой ролик, только затронуть Израиль, у них, знаешь, как методичка. Вот они пишут все время одно и то же. Чемодан, вокзал, да, там, а что ты еще здесь? А Даркон что, не сдала? А корзину вернула? Знаешь, вот иногда хочется, вот сиди, я сам открою. Я уже таких сразу блокирую. И раньше я объясняла что-то, пыталась донести свое мнение как-то, свою позицию. Бесполезно. Броня. В блок и все. Скажи, вот говорят, что в Израиле нету пропаганды, а она только там, в стране исхода. В России, в Израиле никто никого не обманывает с телевизора, говорят только правду. Вот что ты думаешь об этом? Ну, если послушать израильское телевидение, так там все вообще хорошо. Ну, на самом деле, да. Ты знаешь, я израильские каналы смотрела одно время на иврите, ну, для того, чтобы лучше учить иврит. Потом я от этого всего устала, перешла на такие русскоязычные каналы, да, от которых, ну, просто тошнило. Я перестала вообще смотреть новости. У меня было всего 2 телеграм-канала и вот, ну, вот это вот приложение по ракетам. Все, больше у меня ничего не было. И на самом деле правду, вот как живут люди, можно узнать только из каких-то статей в Фейсбуке. Вот как реально живут люди. Они туда все свои горести и печали выливают. А почему? У меня на канале можно тоже узнать. А я про твой канал вообще не знала. Если бы не Тимур, я бы и не узнала, Вот что так. ты такой канал ведешь. Да, я ж через него. Мы ж с Аней, с его женой, учились вместе на курсе коучинга. Там мы познакомились. Прикол. Как тесен мир. Но я тебя нашел не через Тимура. Поэтому, смотри, если с телевизора начнут транслировать в Израиле то, что на самом деле там происходит, ну, мне кажется, это закончится каким-то народным бунтом. Вот честно. И знаешь, вот самое непонятное для меня до сих пор вот история с этим религиозным населением, да, которое ни за что не платит, им все можно, в армии они не служат. Ты попробуй только где-то в русскоязычных пабликах написать, что ты не хочешь, чтобы твой ребенок служил. Тебя там сожрут просто вот до костей. А почему? А почему религиозным можно? Они от нас чем-то отличаются? Мы же все евреи, вроде как. Или нас все-таки делят? Кто-то еврей, кто-то не еврей. У меня, знаешь, в терапии была семья в Израиле, так чуть не до развода доходит из-за того, что муж заставляет жену пройти вот эту вот процедуру, как поголовье. Гию? Да, потому что ему на работе стыдно. Хотя он русскоязычный, такой же приезжий. Это я первый раз слышу такое. А я тебе говорю, да. Он прямо ее заставляет, иди, ходи в эту семью, да, какую-то иудейскую, набирайся там традиций, всего-всего, и вот для меня это важно. На меня все на работе смотрят косо. Ну, я не знаю, может, это он так воспринимает, что на него так смотрят, но там прям семейная трагедия на этой почве. А, ну у меня есть, кстати, видео об этом. Ну, типа, не про работу, а просто там про семью, которая решила принять ГИУ. Ну, это сложная процедура, согласись. Расскажи про недоступность недвижимости в Израиле, покупку недвижимости в других странах. Я пришла в свой первый ульпан, и, ну, конечно, мы все патриоты туда пришли, да, все любящие Израиль, все с горящими сердцами, готовые работать, зарабатывать, покупать недвижимость. Но половина нашего ульпана, когда догадались, да, что купить недвижимость в Израиле практически невозможно,
Они просто открыли свои заначки, тоже которые привезли с собой из страны исхода, и набрали квартир где-нибудь в Болгарии, у меня несколько человек купили, на Кипре кто-то купил, да, ну, у кого на что денег хватило. И с горячим сердцем и с преданностью к Израилю они благополучно отбыли в эти страны. И сейчас там проживают. Хотя до этого говорили никуда, Израиль forever. Невозможно купить в Израиле, на мой взгляд, квартиру. Вот смотри, давай в цифрах. Моя квартира в России стоит, ну вот на сегодняшний день по рынку 20 миллионов рублей. 20 миллионов – это что-то около 1 миллиона шекелей. Я могу купить себе квартиру в Израиле? Ну какая это будет квартира? Или у меня почти там в 3 остановках метро от центра, да, квартира, и я могу себе много здесь позволить, у меня шикарный, большой, красивый район. И что я куплю за эти там 900 тысяч? Где-нибудь на границе с Газой? Ну, на самом деле. Зачем я буду менять свою благополучную квартиру, да, ну вот в которой у меня все-все, и она моя, на вот эту недвижимость, непонятно какой сарай. Оно того не стоит вообще. И я тебе говорю, если бы у меня даже было 2 квартиры, которые я могла продать, в жизни бы не продала и не купила бы в Израиль. Сколько нужно зарабатывать в семье с детьми в Израиле для комфортной жизни? Ну, я думаю, знаешь, наверное, 20 как минимум. Это если, допустим, мама, папа и 1 ребенок. Ну, и опять-таки, смотря какого возраста. Учитывая, если детский сад только 3-4 тысячи стоит. 20, я думаю, если еще машина, допустим, в семье есть, ну, как-то так можно. Многие же, видишь, в Израиле принято брать все в кредит. Я к кредиту вообще близко не подходила. Да даже слово такое мне не произносите. Я ужасно боялась этих кредитов. Но вот многие репатрианты, знаешь, как вот приезжают? Я когда машину собралась брать, каким-то образом вот люди, которые продают машины новым репатриантам, якобы с этой скидкой репатриантской, узнали о том, что я собираюсь покупать, и начали мне названивать с разных телефонов. Возьми за 100 тысяч, возьми за 120, такие условия, мы тебе поможем, все оформим. Потом будешь продавать, да? Опять, ну, тебе там что-то вернется. Они же не говорят, что я 3 года ее продать не могу, или я могу продать ее только новому репатрианту, чтобы, ну, не потерять эту скидку. Об этом же никто ничего не говорит. Иначе придется Вот. платить. А? Если ты можешь продать, но тебе придется платить как бы Да, обратно. Ну, то да, есть, например, у тебя была там скидка 10%, тебе 10% придется вернуть, если ты продаешь. да. Вот. И вгоняют, понимаешь, какие-то вот такие вот долги потихонечку вгоняют, ну это вообще какая-то проблема, я смотрю. И многие живут вот в эти рассрочки, в минуса в какие-то уходят. Ну вот мне все минуса, я только сейчас стала понимать, что такое минуса. Это когда ты, видать, уже совсем там, да, опустился куда-то и живешь как будто бы в кредит. Ну, у этого банка, да? Вот, ну, я, слава богу, до минусов не доходила, но мне не хватало на жизнь. У нас было 2 зарплаты, но это где-то чуть больше, может быть, 10 тысяч, да? Мне не хватало. Никогда. Я все время выискивала себе новые способы заработка. Расскажи про ежегодное подорожание всего, цен на продукты, налогов, аренды, квартир. Вот то, что ты увидела за 4 года. Ну вот смотри, первую квартиру мы снимали за 4300. Когда мы с нее выезжали, она стоила уже 4900 через 3 года. Новую квартиру мы сняли за 5000, прожили в ней год, следующие жильцы после нас заезжали уже за 5400. Вот и повышение, да? Продукты, на мой взгляд, ну раза в 2, наверное, в 2,5 точно подорожали. То есть ту корзину, которую мы могли себе продуктовую позволить в начале, когда мы приехали, вот когда мы уезжали, мы ее вообще себе не могли позволить. Маленький пакетик ты несешь, да, там 300 шекелей, как минимум, ничего толком не взял. Цены, ну, мне кажется, очень выросли. И коммуналка подорожала, и арнона. Если изначально мы платили арнону, хотя по квадратам квартира у нас не сильно отличалась от предыдущей, мы платили 800 шекелей, то на выходе мы уже платили 1300. И у нас был новый дом. У вас же скидка была для репатриантов вначале. Она была в первый год только. Ну да. И все, а потом наравне со всеми. И никаких тебе, вот смотри, я как мать-одиночка, да, у меня не было ни на арнону скидки, ни на свет, ни на воду, ни на что. То есть я платила все наравне с другими, ну, как бы полными семьями, скажем так. Государство обо мне вообще никак заботиться, ну, как бы не собиралось даже. Как поменялось твое представление о жизни в Израиле после начала конфликта? Я раньше видела, у меня даже, знаешь, в памяти с детства осталась такая фраза «арабо-израильский конфликт».
Потому что, ну, я так понимаю, он был всегда. И, ну, мы там жили в Советском Союзе, и нам эти события, которые происходят в Израиле, освещали. И когда случилось 7 октября, я-то вообще приехала, ни одну ракету не слышала, ничего. Я открываю Телеграм и понять не могу, да, спокойно ходят дяди с оружием, да, во всех стреляют, увозят израильтян, лазят по балконам, выгоняют людей, значит, из домов, да, детей, там все это забирают, кого-то угоняют. Я сначала понять не могла, думаю, подстава какая-то, что ли, ну, слышала, да, вот арабо-израильский конфликт, думаю, наверное, он так и выглядит. Может, он где-то там на границе, может быть, еще где-то. То есть я от этого была далека. Но когда я второй час открываю Телеграм, все продолжается. Третий час открываю Телеграм, ничего не меняется. Я помню, детям говорю, а где полиция? Где военные? Почему никто этим не занимается? Почему люди с оружием спокойно ходят и делают все, что хотят? А тут же еще ракеты начали летать, вот это вот все, знаешь. И тут до меня стало доходить, что вот все, что я знала про безопасность Израиля, оказывается, это вообще не так. А потом, когда вот стали появляться новости, как это случилось, потом, когда я узнала, что, оказывается, еще и на границе с Газой разрешили фестиваль проводить, тут я вообще не поняла, как, какой, извините меня, идиот разрешил это делать. Даже пусть это считается безопасная зона, эта зона рядом проходит, и это всегда будет опасность. Как так можно было? То есть такое ощущение, что про безопасность в Израиле, ну, где-то там слышали что-то, да, но особо этим вопросом не занимаются. И вот тогда я поняла, что такое как бы война, да, и куда мы попали. Мы сидели, вот это 7 октября, ждали, когда закончится. Нервы наши сдали, дочку отправили на удаленное обучение, мы купили билеты и благополучно свинтили. Мы думали, 2 недели пересидим, забрали собаку с собой, 2 недели пересидим, потом вернемся. Все это затянулось на месяц. И мы вернулись только тогда, когда уже, ну, в школу надо было возвращаться, то есть там уже начали говорить, что все, кто не вернется, а все были по разным странам. Вот у нас из класса дочкиного практически все поразъехались. Ну, вот нам пришлось вернуться. Купили обратно билеты, опять вернулись, все. И ты знаешь, вот я даже, наверное, знаешь, вот я приняла решение о том, что я буду покидать Израиль уже через 2 года после репатриации. То есть я уже была уверена, я уже поняла, да, что меня там ничего не ждет. Перспектив у меня там никаких нет. А выучить язык, да, я могу, но мне понадобятся какие-то годы. И самый большой вопрос, который стоял вот у меня все время в голове, а зачем? А зачем мне нужен вот этот такой сложный путь? Работать на каких-то там, ну, черных работах, зарабатывать копейки, все отдавать, содержать какую-то семью израильтян, содержать этих датишных, да, давать эти деньги на войну, себе ничего не оставлять. У меня жизнь одна, а я ее всю провожу на работе. Детей я не вижу, жизни я не вижу. Нафига оно мне надо? Но так как дочке надо было доучиться еще 2 года, я уже решила, ладно, я потерплю, как-нибудь эти 2 года, ну, просуществую. И вот все, когда уже был там, а потом мы еще разочек летали в Москву, ну так просто по делам. И каждый раз вот у меня прям, знаешь, было такое чувство, я не хочу возвращаться. Я не хочу, вот прям не хочу, как будто бы вот меня заставляют. Ну вот все, уже у меня все упало. Я поняла, что я этой стране не нужна. 7 октября стало последней каплей или что? Вот, кстати, 7 октября вообще не было последней капли. Я тебе говорю, вот я через 2 года, помыркавшись, потыркавшись, поняв, что я не нужна этому государству, что меня будут просто эксплуатировать, я решила, что я уеду, да. Если бы для меня, ну, как бы, какие-то получше бы были условия, да, или где-то государство помогало интегрироваться, я бы, может быть, меня 7 октября не особо испугало, я после 7 октября еще там сколько прожила, и иранскую войну мы всю пережили, там пересидели. Не это было ключевым моментом, а то, что в государстве Израиль надо выживать, не жить, а выживать. А я выживать не хочу. Я хочу жить нормальной жизнью, работать на нормальной работе, на своей, на которую я училась, а не тряпкой размахивать. Расскажи вот твое мнение про уровень депрессии. Я тебе хочу сказать, кое-как у меня получалось все-таки работать в Израиле, да, брать частных клиентов, и то, что... как считается в Израиле, там, я не знаю, 60% или 70%, но официальные данные, я тебе хочу сказать, что, ну, процентов, наверное, 90%. В Израиле людей страдают депрессией. Просто они не диагностированы. Я даже по своему опыту приходила к своему семейному врачу и спрашивала, ну, тяжело же всем, да, на вот первых стадиях. Я говорю, доктор Таль, что можно попить, ну, чтобы не было так душевно тяжело, да, вот проходить этот путь репатрианта. Он мне говорит, тебе здесь
могут назначить только антидепрессанты. Я работала очень много с семьями репатриантов и именно с молодежью. С какими вопросами ко мне приходили родители? Когда дети доходили уже до крайней точки. Ну, сам понимаешь, что с собой хотели сделать. То есть дети не выдерживают. Дети не то, что в колоссальной депрессии, вот дети именно репатриантов, они в ужасном состоянии там находятся. И родители в таком же. Где родители возьмут ресурс, чтобы помочь своему ребенку? Нигде, потому что у них у самих этого ресурса нет. Родители сами в депрессии. На моих глазах, знаешь, сколько семей развалились, которые приехали в Израиль, репатриировались и поразъехались уже по одному обратно. Потому что, вот этот процесс репатриации не каждая семья выдерживает. Это очень тяжело. И ко мне приходили жертвы, скажем так, психологов израильских, лицензированных. Ко мне приходили люди и говорили: мы не можем получить там помощь, нас просто не слушают. Мы приходим к психиатру, начинаем рассказывать о своей проблеме, а он полчаса открывает компьютер. Потом еще полчаса что-то там записывает, да, и 5 минут остается до приема, он: деточка, с чем ты пришла? Деточка еще рот не успела открыть, да, все, просто таблетки дает, и все. То есть с какой бы проблемой ты ни пришел, у тебя будет один выход, тебя никто не будет слушать. А что такое помочь человеку, да? Это выслушать, в первую очередь, поддержать во вторую. Это вот когда человек оказался в такой ситуации. Я тебе больше скажу. Я один раз хотела устроиться на горячую линию помощи репатриантам психологической. Думаю, позвоню, протестирую, что там за специалисты сидят. Думаю, вдруг я не подхожу, мало ли, да, там синдром самозванца. Звоню на эту линию, там девочка, знаешь, жует жвачку, что-то там ест еще при этом. И мне: да ты вообще не парься, да все у тебя будет нормально, да пробьешься, да я тоже начинала. То есть там профессии психолога не пахнет вообще. И при этом все кричат на каждом шагу: нам так нужны психологи. Не дают они пробиваться. Люди там в колоссальной депрессии. И там так и будет. Эти антидепрессанты, они не помогают. Антидепрессанты только заглушают немножечко тревогу, да, подавляют тревожное состояние. В принципе, этого и достаточно, правительству, да, чтобы не так сильно тряслись, когда летят ракеты. А решать вопросы внутренние никто твои не будет. И вот приходят ко мне люди и говорят: Господи, мы настолько разочарованы в этой психологической службе израильской, лицензированной, где годами надо учиться. А знаешь, что такое как их учат, как я уже потом поняла? Вот есть такое понятие: не навреди, только они его по-другому понимают. Не помоги. То есть израильский специалист, он ходит вокруг тебя вот так вот, но он не прикасается к твоей проблеме. Он где-то, знаешь, как помогающий специалист, только: да, я тебя понимаю, да, тебе тяжело, да, держись, вот так, но не вникает в проблему. Что это за специалисты, скажи мне, пожалуйста. Вот поэтому люди потом, сколько у нас было этих, да, кто пришел и не справился с психологическими проблемами, то после 7 октября, то ребята там с полицией, да, кто служил, отошли в мир иной. Кто им там помогал? Никто. Я тебе говорю, мне иногда кажется, знаешь, я недавно пришла к выводу, что государство Израиль — это какой-то то ли выдумка какая-то, то ли, знаешь, какой-то мыльный пузырь, то, что, знаешь, есть такое выражение быть, а не казаться, да, или что-то такое, как будто бы там все кажется, кажется каким-то, а когда ты копнешь, ты, полное разочарование почти во всех сферах. Друзья, если вам близко то, что я делаю, и вы хотите поддержать мой канал, у вас есть несколько способов это сделать. Первое – это стать спонсором этого канала. Это не только знак того, что мой труд действительно вам важен, но и реальная помощь в том, чтобы я мог развивать канал и делать контент еще более качественным. Кроме того, у спонсоров есть ранний доступ к новым публикациям, а совсем скоро появится и эксклюзивный контент, доступный только для них. Второе – это одноразовый донат через кнопку с сердечком «Супер спасибо». Она находится под каждым видео. Такой донат видят другие зрители, и часто это вдохновляет их также поддержать канал. Третий способ – это прямая благодарность через систему PayPal. Я добавил для вас отдельную ссылку на мой PayPal в описании под каждым видео, чтобы упростить этот процесс. Любая ваша поддержка для меня очень ценна. Она помогает мне двигаться дальше, развивать канал, улучшать качество контента и создавать то, что для вас интересно. Спасибо, что вы рядом. Расскажи, да, про переезд, как ты решилась. Ты говоришь, что зрело это несколько лет. Да, это зрело долго. Мы за 3 месяца до отъезда, я еще дочку перед отъездом, она хорошо закончила школу, взяла хороший высокий багрут, я ей купила тур в Европу.
и она уехала отдыхать в Европу. Ну, там языковой лагерь был такой. И мы взяли билет на самолет через там Хевру одну, да, которая занималась организацией. И эта Хевра, она как бы, ну, мы им перечислили деньги, они нам покупали билет. За день до окончания Иранской войны рейс отменили. И нам пришлось брать новый билет. По итогу, что ты думаешь? Ну, мои приключения не закончились. Когда пришло время возвращать деньги за билет, эта Хевра объявила о банкротстве. И никто из нас деньги по сей день, $700, не получил. Понимаешь? Нам создали группу, да, несчастные, пострадавшие от этой вот компании. Вот тебе еще одна ебаловка, извини меня, от Израиля. Такой последний пинок под зад, понимаешь? Ну как, понимаешь? Ну это что, со мной только так происходит? У меня есть еще люди на канале, с кем такое происходит. Ну и вот, мы, значит, с сыном составили, знаешь, такой график, повешали на листик на стенку и за 3 месяца, значит, расчертили себе, сколько дней нам осталось до отъезда. Вот ты представляешь, я до такого дошла. То есть я каждый день зачеркивала, как в тюрьме. Как в тюрьме, да. Крестиком. И каждый день я думала, господи, хоть бы ничего не началось опять, хоть бы улететь. Соответственно, я же подготовилась, да, изучила все группы в Фейсбуке, как все закрыть, как не оставить долгов. Ну, я просто человек такой, я терпеть не могу долги, мне надо, чтобы все было по полочкам, все везде уволились официально, забрали эти тлуши-муши, машину, значит, продала, значит, написали заявление, отказались от интернета, от телефона, от машинки Тами Арба, да, от телевидения, закрыли этот Ватбайт, да, Ватбайт? Да, я уже не помню. Арно, ну, то есть все вот эти вот платежи коммунальные, съездила в Ирию, все позакрывала, все там заплатила, если какие-то хвостики или что, счастливые, да. Ну, поехали вот к дочке в школу, они нам отказались отменять, значит, вот этот платеж за выпускной, на котором она не была, мы оформили, значит, эту Раткеву, и, значит, страховку на машину я закрыла. Ну, то есть я продала машину, сразу ее закрыла. А, кстати, за ту машину, вот за которую мне 4000 вернули, мне даже никто не сказал, что я имею право отменить ту страховку и получить деньги. Ты прикинь? И так деньги и ушли, за год там заплачено было. Вот ты представляешь, вот как помогают, да, новым репатриантам. Отменяю эту страховку, уже прилетаю в Москву, и через какое-то время с меня начинают все платежи взыскивать. Я открываю свой Апуалим, думаю, зайду-ка сейчас посмотрю, ну, какие там движения, может, какие-то хвостики остались, там доплачу. А у меня там за все по полной, как списывалось, так и списывается. Представляешь? За интернет, за телефон, за машинку для воды. И еще и страховка на машину. Я звоню, говорю, девочки, как? Я машину продала, вы мне бумажку прислали, что все, мы друг другу не должны. А оказывается, нет, ты просто так не уйдешь. Они мне страховку вернули обратно на карту, и сейчас в течение года равными платежами они с меня будут ее взыскивать. Вот ты мне можешь логическое объяснение дать какое-то этому действию? И я теперь не могу закрыть счет свой, потому что у меня там вот этот платеж, понимаешь? Что делает Тами Арба? Я в июле закрываю счет, они у меня август-сентябрь списывают деньги, ну, эти ежемесячные платежи, а в октябре отправляют ко мне курьера с фильтрами для замены машинки, которую мы, когда уезжали, вышвырнули на помойку. И пишут мне в WhatsApp, если, короче, я пишу, я там не живу по этому адресу, какой курьер? Они мне пишут, если вы, не вернете нам, я пишу, мы уже договор с вами давно расторгли, все, хватит с меня взыскивать. Они говорят, нет, мы договор с вами расторгнуть теперь не можем, мы же к вам курьера отправили. Я говорю, на черта вы его отправили, я там не живу, я вам уже об этом давно сказала. А они мне говорят, а вот теперь, если мы коробочку не найдем с фильтрами, вы нам 350 шекелей будете должны. А у меня же карточка действующая, и я-то знаю, что они спокойно снимут эти бабки. Ты понимаешь? Телефон списывается до сих пор, хотя мы с Тимуром перешли в эту задарму, да? Вот не знаю, будет в этом месяце списание или нет, но в прошлом месяце все было. И интернет благополучно списали. Слушай, я не могу. Это я еще плачу за медстраховку. И Битуах Леуми тоже не хочет резидентства меня лишать, понимаешь? Вот все мне, кто пишут,
отдай даркон, отдай корзину. Я им говорю, да придите, заберите. Государству Израиль невыгодно, чтобы мы не платили, чтобы мы закрывали, да, там, резидентство или еще что-то. Ему выгодно, чтобы мы оставались гражданами, потому что даже оттуда он может с нас бабки тянуть. Расскажи про сам переезд и, типа, какие документы ты готовила, как переводила вещи, как переводила деньги, Угу. как переводила животного. А мне перевозить нечего было. Денег у меня не было в такой сумме, чтобы я их переводила. Все, что у меня было, я забрала свои пенсионные, с меня забрали 30% налога, после того, как с меня государство Израиль все высчитало, мне денег перевозить было нечего. Все, что у меня было с собой, у меня осталось на карте, я кое-что оставила на карте, чтобы долги не копились, да, чтобы были какие-то списания. И какую-то небольшую сумму мы привезли с собой, все. В руках. Расскажи тогда, как вот животное перевозили. Ага. Собаку. И по вещам. Вещей у меня тоже не было. У нас было 3 чемодана, все. То есть гол как сокол. Какой приехал, такой уехал. По животному. Животное перевозить достаточно тяжело, да, что и в Израиле, что из Израиля. Там целая процедура такая, нужно к ветеринару сходить, там анализы сдать, там титры, не титры, взять справку от ветеринара самого главного, получить разрешение за 3 дня до полета. Соответственно, мы это все делали, собаку привели, осмотрели, проверили, дали разрешение. Все, можете лететь. Погрузили в переноску. Собака с нами летала, я не знаю, раз 5, наверное, туда-сюда уже. И так летала и в Израиле, и из Израиля. Вот. И тут, значит, мы прилетаем. Он все, в аэропорту, я его никогда в переноске не держу. Мы до того, как его вот в грузовой отсек не повезут, у меня, такой песик, который только с чемоданами летает. Он в салоне никогда не летал. У него так немножко лишнего веса, и плюс переноска, его нельзя в салон. Мы с ним гуляли в аэропорту, проблем никаких не было. То есть я живую, здоровую собаку засунула в переноску и отправила в грузовой отсек. Когда мы уже прилетели в Москву, получили свои вещи, и там есть одно такое место специальное, где выдают негабаритный багаж. Там забирают все своих животных. Я, значит, его забираю, вытаскиваю из переноски. Вроде как ничего, тогда вроде живой, здоровый, так осмотрела. А утром, вот и у меня даже ролик есть на моей странице, он встает, а встать не может. Он скулит, он крутится вот так волчком вокруг себя. Я думаю, что за ерунда. Смотрю, стала его щупать, дотрагиваюсь до лапы, а он орать у меня. Я, соответственно, его в ветеринарку, идти он не может, весь хромает, весь такой кривой косой, ничего не ест, нос горячий. Мы его туда принесли, ему сразу сделали рентген, сказали, сильный ушиб на лапе. Вот на самой лапке, вот, которой он ходит по земле. Вот, выписали нам лекарства, 2 недели мы лечились, потом сделали еще повторный рентген, в общем, тяжело лечили, компрессы, то сё, в общем, еле как, лапу вылечили. А на другой лапе у него еще в Израиле выскочила такая, знаешь, как, папилломка, что ли. И нам в Израиле сказали, ой, да ерунда, типа, ничего с ней делать не надо. А она как давай расти, короче, и выросла, прям на другой лапе, очень большая. И мы здесь пошли в поликлинику, они нам говорят, как не надо. Ее удалять надо было еще тогда, когда она только начала расти. То есть это опасное образование. То есть я потом его отдавала на операцию, его там усыпляли, вырезали эту папиллому, она уже вот такущая была, и отправляли на анализ, то есть на онкологию смотреть. Потому что все такие образования, они могут перерастать, в какие-то страшные заболевания, понимаешь? А в Израиле все нормально, да, ничего делать с этим не надо. Мазь какую-то выписали, там мажьте. Я ее мажу, она растет, как гриб. Вот. И я так полагаю, да, а где еще собаку мне могли повредить? Если я ее в переноску отдала здоровую, да, а уже из переноски, вот утром он у меня начал хромать. Я думаю, что собаку повредили там. Скорее всего, кидали переноску. И когда я осветила эту проблему в своих соцсетях, мне очень много людей в личку написали. Ты знаешь, я еще заметила такую тенденцию. Люди боятся делиться своими проблемами израильскими в большом... Да. Они напишут в личку, да, где-то, они позвонят, они где-то там по смс-кам. Но вот так выносить, как-то вот боятся, стесняются, не знаю, опасаются, еще что-то. И мне одна женщина написала, что ее переноску так швыряли, что вот ребра этой переноски сломались и воткнулись в собаку.
и собака истекала кровью весь полет. То есть вот прям вот сюда вот, да, в бок ей воткнулись эти ребра переноски пластмассовые. И собаку еле успели спасти. Вот так вот. И вот по сей день, понимаешь, я плачу, я до сих пор разбираюсь, я эти деньги за билет так и не получу. И опять мне сказано, бери адвоката. Скажи, вот что ты можешь посоветовать русскоговорящим, те, кто хотят, думают переехать в Израиль, слушаются, сопнут и все такое, или тем, Ну, кто живет в Израиле? если бы я, например, сейчас бы репатриировалась, я бы сначала обязательно бы туда полетела, посмотреть. Во-первых, климат. На своей шкуре нужно испытать эту жару. Это же невыносимо. На мой взгляд, в Израиле стало еще жарче. Вот как мы приехали, да, вот вышли из самолета, и я, знаешь, такая, вдыхаю воздух, а вдохнуть его не могу, как в мешке. Угу. Но одно дело, как турист смотришь, а другое дело, когда ты приезжаешь или приехать пожить пару месяцев. Я думаю, надо приехать пожить, да, а лучше еще поработать. То есть вот прям, знаешь, кого-нибудь отправить из членов семьи, например, ну там мужа, да, или жену, ну хотя бы, чтобы вот он увидел истинную картину, что на самом деле происходит. Не то, что рассказывают блогеры. Я тоже ТикТок открываю, так там в Израиле все прекрасно. Блогеры рассказывают только вот, ну, и как они там лобстеров кушают, да, как они там на море, как они там ездят по всем странам, какие дает привилегии израильский паспорт. На минуточку, у меня дочка во Франции израильский паспорт прятала, потому что им сказали не говорить на иврите, не показывать символику Израиля и не показывать паспорта. Но это же как бы не Израиль виноват, это же из-за военного Ну положения. понятно, но тенденция-то пошла, а они до сих пор, понимаешь, израильский паспорт, это то, сё, ну какие-то там привилегии вообще нереальные, про которые никто так толком ничего не знает. Вот, я бы рекомендовала обязательно не слушать, ну, слушать все, да, вот если зайти в соцсети, то слушать и ту сторону, и эту. Да, есть что-то хорошее, да, я не говорю, что совсем вот все плохо, у кого-то же получается, кто-то же умудряется и продвинуться, и пристроиться, да, и женщины, вот я знаю, многие приезжают, да, там и замуж выходят, там еще как-то. Не говорит о том, что вот у меня так получилось, значит, у всех так. Но переезжать с концами в другую страну, в которой ты никогда не был, особенно на восток, ну, я бы вообще не рекомендовала. Приехать, пожить у родственников, у друзей, у знакомых, ну, поснимать на крайний случай. Просто даже если вот человек потратит какие-то там деньги, и он поймет, да, что он не сможет там, он все равно сэкономит больше, если бы он туда репатриировался, там как-то обосновался, а потом бы уехал назад. И знаешь, вот многие боятся возвращаться. Есть такое, знаешь, мнение, что а как я вернусь, я же буду как побитая собака. Ну, как будто бы я не справился, я вернулся. И мне очень многие пишут, ой, да ты там не справилась, у тебя не получилось, ты там Израиль хаешь. А я считаю, что я как раз-таки справилась. Я поняла, что мне эта страна не подходит. И поняла это рано. А не так, как мне вот пишут, я 30 лет в Израиле, и как я вам завидую, что вы поняли это через 4 года. А я 34 года в Израиле, да, мне сейчас люди пишут вот по многим вопросам, как купить квартиру здесь, да, тоже как животных перевести, как деньги перевести. Люди, которые всю жизнь там провели и сейчас возвращаются назад, везут сюда деньги в Россию, покупают здесь квартиры, да, они, ну, как бы вот едут назад. И им не стыдно признаться, что мы возвращаемся. А вот тем, кто, знаешь, вот почему-то они считают, что если они вернулись, они с чем-то не справились. Да ты наоборот справился, когда ты понял, что ты не выбираешь такую жизнь, тяжелую, да, она тебе не подходит. А не справился ты, я считаю, когда ты вот живешь, тебе тяжело, капец как, да, ты понимаешь, что ты не пробьешься, ты детям своим не дашь никакое будущее, ты сам будешь там несчастен в этой стране, но ты копаешься, ты лезешь вот на эту стену, да, зачем? Вот что-то кому-то доказать тем, кто остался в стране исхода, что я живу за границей, понимаешь? А как я там живу, это уже как бы не твое дело. У меня такого не было, я спокойно вернулась, мне слова никто не сказал. Стыдно там, не стыдно что-то. Все, с кем я общалась, точно так же и я общаюсь. Да и вообще плевать мне, ну, собственно-то на мнение тех, кто там остался и так считает про меня. Почему меня это должно вообще волновать, да? Это моя жизнь, и я ей управляю.
Просто, ну, у всех разные причины, да, вот кто там остается, не может или не хочет вернуться. Ну, у кого-то семьи, кто-то обжился, я не знаю. Вот, и, ну, смысл-то вопроса был, чтобы я посоветовала, да, иметь деньги обязательно, не ехать туда с голой попой, ввести какую-то сумму денег обязательно, потому что будут такие моменты, и год, и два даже, когда будут, ну, серьезные провалы. Когда реально будет даже нечем платить за квартиру, и помощи ожидать не от кого. Не надо надеяться на всякие вот эти пособия, про то, что бла-бла-бла нам здесь рассказывают, да, на какую-то вот эту помощь, ее нет, она есть только на бумаге, но она абсолютно практически недоступна. Если люди едут с инвалидностью, то обязательно взять все документы об инвалидности и сразу там брать адвоката. Не пытаться даже ходить в Битуах Леуми своими ногами. То есть иметь бабки, опять-таки, для того, чтобы оплатить услуги этого адвоката. Перед репатриацией, может быть, сразу проверить, сможешь ты там работать по профессии или нет. Если не можешь, овладеть, может быть, в стране исхода, я не знаю, там ноготочки, реснички клеить, бровки там что-то делать, да, чтобы ты приехал, и у тебя еще была какая-то профессия, чтобы не идти в Никайон там, да, на какие-то заводы, туда-сюда. Ну и, конечно, учить иврит, еще находясь у себя там на родине. Я учила, но у меня, видать, с языками совсем все плохо. Я говорю, читаю, пишу, но я не понимаю на слух речь почти израильтян. Мне очень тяжело. Вот я стою, на него смотрю, он говорит, он закончил говорить, а я как смотрела, так и смотрю. Не, ну у меня получалось, я же работала все-таки, ну как бы над этими рабочими, да, и рабочие вопросы решала, и по телефону, и по рации говорила, но это был такой совсем бытовой, базарно-бытовой уровень, да. Скажем так. И еще, знаешь, вот что я заметила, вот все говорят, иврит – это, ну, проходной билет, да, дальше в Израиле. Но ответьте мне на вопрос, а почему же столько коренных израильтян сидят в тех же магазинах, на тех же заводах, на тех же на уборках, да, работают, у которых прекрасный уровень иврита, и пишут, и читают, и считают, и все, что хочешь. Значит, иврит – это не ключевой момент, правильно? Это одно из составляющих. Там же пол-Израиля вообще багрут не имеют. То есть аттестата об образовании, об окончании школы нет. И я тебе хочу сказать, несколько человек из класса у моей дочки, они тоже не получили багрут. И они говорят, он нам нафиг не нужен. Мы пойдем вот или собак дрессировать, или стрижкой собак заниматься, или там, ну, кто-то там, ну, да такие, знаешь, вот, работы, да, где-то там эсок какой-нибудь небольшой откроем, массаж будем делать, нам это образование не надо. Ну, то есть вот люди, они так, знаешь, вот и плывут дальше как-то по течению. Я вот сколько не работала среди вот этого планктона, да, подходишь, я говорю, ну, а вы не хотите дальше? Вот пойти учиться, что-то достичь в этой жизни. А зачем? Вот я сижу на эти 32 шекеля, ой, ты чё, да тут не пробиться. Они на меня как на дуру смотрели, когда я один курс беру, второй, там, третий, да, учусь, что-то пытаюсь, пробиваюсь. Не надо. И ты знаешь, я сделала вывод. В Израиль надо ехать, либо, ну, ты вообще вот уже прям еврей, да, и вот прям ты едешь туда действительно по религиозным соображениям, вот это твоя земля, ты хочешь там, несмотря ни на что, развиваться. Либо ты туда едешь зарабатывать деньги. Вот я поздно поняла. Я же туда ехала вкладываться, да, я много сил вложила, ресурсов, денег в образование, ехала подниматься, алию свою делать. А те, кто приехали с более низкими потребностями, просто заработать денег, они приехали, 3 года на заводе поработали, и сейчас мне пишут, а сколько там в центре Москвы стоит квартиру купить? У нас наличка, понимаешь? И я вернулась. Все, что было мое, в карманах и привезла. Ну, все, давай закончим. Да, давай. Долго тогда. получилось, долго. Спасибо тебе за то, что ты рассказала, за то, что поделилась, за то, что у тебя есть смелость выступить перед А что людьми. бояться? Так что спасибо тебе, желаю тебе, чтобы все получалось. И ты мне рассказала про свой телеграм-канал. Да, все, кого, значит, интересует, как закрыть все свои дела в Израиле, да, банковские карточки, там, я не знаю, Битуах Леуми, вот эти все платежи, да, рассрочки, как перевести деньги, как перевести животных, как получить ВНЖ, кстати, многие едут в Россию, да, вид на жительство, разрешение на временное проживание, это мы все там обсуждаем.
и люди делятся своими историями, как у них получилось. То есть туда можно зайти и почитать. Если есть какая-то проблема, можно задать вопрос, и те ребята, которые смогли с этим справиться, они ответят. Самая большая проблема – это, конечно, с переводом денег сейчас. Ну, там, с продажей недвижимости, ну, и всякие другие вопросы. Перевозка вещей, там, то-то, то-то. Вот это мы все обсуждаем. Так что можно заходить в Телеграм-канал, присоединяться, и мы там встречаемся периодически. Я там что-то иногда выкладываю тоже. Ну, я в основном люблю, ну, или вот ролики, да, как у меня что-то получается, либо что-то связанное с законодательством, потому что про Россию сейчас ходит очень много информации непроверенной, неправильной, что у нас здесь ничего не работает, да, что у нас здесь у всех низкие доходы, что мы здесь нуждаемся, в магазинах ничего нет. Вот просто не верьте, пусть приезжают, смотрят своими глазами, и работа есть, и все есть, и квартиры покупают, и нормально тут все живут. И даже, кстати, знаешь, кто поехал? Поехали семьи с детьми, которые выросли в Израиле и родились, которые даже плохо говорят по-русски. У меня вот есть несколько семей, они определяют своих детей здесь в школы. То есть уже вот и так пошла, знаешь, я это называю реалия, то есть назад. Возвращение обратно. Вот. Ну ладно, Леш, я тебя тоже сегодня помучила, да? Тебе тоже. Сколько Да, долго большое получилось? спасибо. 2 часа. Вот. Да, видишь, со мной как сложно. Ты вот, кстати, Нет, большой всё молодец. хорошо. Тоже, что завел такой канал. На самом деле, вот я считаю, что это очень полезно. И знаешь, что я заметила? Вот после того, как мы начали точечно кто-то, ну, я себя блогером не считаю, да, вести какие-то там соцсети и начали немножечко рассказывать про другую сторону Израиля, люди стали больше открываться и начали рассказывать о своих проблемах, действительно, которые у них там, ну, вот в Израиле происходят. И вот и ты, да, и вот люди, которые к тебе приходят, делятся своими, кто-то успехами, да, кто-то неудачами. Ведь мы же помогаем тем людям, которые собираются приехать, избежать наших ошибок и сделать, получается, их репатриацию более легкой, более спокойной, более-менее там денежно-затратной, да? Ну, такая хорошая миссия. И не надо нас за это хейтить, скажи. А все равно захейтят. На 100%. Все, пока-пока. Давай, пока. Это Израиль, детка. Ага, тут жизнь не конфетка. Это Израиль, детка. Ага, тут жизнь не конфетка.